Всем добрый вечер. Вот наш прямой эфир сегодня чуть пораньше, но в любом случае зимой рано темнеет, вы знаете, поэтому я сегодня решила пораньше провести прямой эфир. Всех приветствую, сейчас начнем собираться, и, естественно, я начну с вами общение и свой рассказ. Зиму не особо люблю, потому что закрытое состояние какое-то непонятное. Усталость. Но в любом случае зима. Иногда прошу Марену мне дать больше сил. Я надеюсь, что знаете, кто она, да? Пуся, угомонись. Добрый. Секунду, сейчас этого Пусю успокою. Отойди отсюда, Пусю. Отойди. Давай, Маша. Всем добрый вечер. Привет, Яна. Всех приветствую. Ой, сегодня интересная тема, впрочем, как и всегда. В принципе, перед вами лунная богиня или богиня-матерь. Привет, Эльмар. Культ богини-матери, собственно говоря, который практиковалась, здравствуйте, Лилия, у многих народов. И Валентину приветствую. Основа основ. Итак. Здравствуйте. Сейчас чуть-чуть расположу так, чтобы было интереснее смотреть на нее. Красивая статуя. Давайте попробуем чуть-чуть приблизить. Ну, собственно, достаточно, я думаю, чтобы черты были видны основные. Угу. Да, Мара. Я хочу провести еще один ритуал с русскими богами, но, как видите, никак не успею. Здравствуйте, Хатуна. Здравствуйте. Ничего страшного, будьте заняты, это не трагедия. Потом послушайте еще раз, переслушайте. Мне здесь пишут. Хоть и отключила телефон, все равно нашли. Нашли меня. Итак. Да, здравствуйте. Дорогие друзья, на самом деле в магии один из самых таких главных составляющих рыбу. Я объелась этой рыбой уже, все. И своих недругов тоже, мне кажется, этой рыбой уже. Здравствуйте, Сурен. Они же через экран слюны текут у них аж. Наставничество, обучение, ученичество – это очень важные части, очень важные составляющие магии. И те, которые этого не понимают, не ценят, не уважают и относятся к этому легкомысленно, бывают очень сильно наказаны. Хочу вам рассказать историю одного провидца. Я сейчас не помню имя, если честно. Он одно время был очень известен, а потом его забыли. Но я найду, допишу. Он был по национальности цыган. Встретился с французским магом известным. Обучался у него. Тот ему показывал различные ритуалы. Одарил его. Он у него жил. Воспитывал себе как преемника. Объяснял все таинства, объяснял все тайны, раскрыл многие секреты, которые мало кто знал. И благодаря этому человеку он стал хорошо жить, благодаря этому человеку он стал одеваться, хорошо питаться. И в течение некоторого времени
Этот человек планировал с ним вместе, совместно работать, помочь ему, объяснить ему. Одним словом, хотел из него сделать сильного колдуна, а потом после своей смерти оставить ему все и как бы спокойно уйти. Но ученик, к сожалению, не оценил учителя. Это реальная история, я просто сейчас не помню их как бы имена, чтобы... Но я напишу внизу. Вы потом найдете эту статью, почитайте. Повел себя очень подло. В один момент, улучшив такой момент, он украл все его украшения, все его артефакты, забрал древние свитки, книги и сбежал. И его учитель умер от сердечного приступа, но, наверное, скорее всего, он не то, что не пережил такое, потому что он был слабый человек, а, видимо, из-за этой подлости не выдержало сердце, поскольку он был человек преклонного возраста. По сути, он должен был и так умереть, может, через пару лет, и все, что у него было, досталось бы этому цыгану. Но тот решил по-другому поступить. Все это взял, обокрал своего учителя и сбежал в Америку на корабле. Благодаря секретам и тайнам, которые он узнал у своего учителя, он стал прекрасно предсказывать будущее. Он стал просто творить чудеса. К нему выстраивались очереди. У него был очень популярный салон. Он открыл, то есть купил себе огромный особняк. А потом купил земляные участки, где открыл себе ферму, где работали на него люди. Он стал очень популярным, сильным колдуном, и к нему стекались со всех сторон, отовсюду. Его клиентами являлись сильные мира сего, начиная от генералов, заканчивая вице-королями, послами и прочее, прочее. И через некоторое время он издает одну книгу, вторую, его популярность растет, его приглашают в Англию. Он возвращается в Англию, то есть уезжает в Англию. Жил в Канаде, да, Валентина, он жил в Канаде, но это прошлый век. Это 200 лет назад почти. Он возвращается в Англию, ему дарят особняк, ему дарят дворец потом. Одним словом, очень зажиточный, очень богатый человек. Где-то 13 лет его карьеры блистательной, и он становится одним из самых известных магов, чародеев, предсказателей из своего времени. Но через некоторое время его предсказания перестают сбываться, его работы перестают абсолютно действовать на людей, и люди начинают к нему относиться уже по-другому, предвзято. Через некоторое время, из-за того, что из-за его ошибок, неправильно принятых решений и прочее, прочее, начинаются конфликты просто международные, его начинают изгонять из Англии. Он в срочном порядке, оставляя все имущество, сбегает из Англии в Америку. В Америке некоторое время он пытается восстановить свое имя, восстановить свою честь и прочее, прочее, и продолжает в том же духе работы, книги. Но опять же, его книги и не так предсказывают, они сбывают с толку людей. Из-за его ошибок совершаются просто катастрофические такие вещи, трагичные какие-то случаи, международные скандалы, после чего люди начинают роптать о том, что его работы не приносят никакого успеха, ничего не действует и прочее, прочее. В конце концов, ему приходится все продавать, поскольку он был необразованный человек, поскольку его детство было бедное, поскольку он не знал, с чего начать, на какую другую профессию перейти, и чтобы прокормить себя, чтобы держаться на плаву. Поскольку эта слава обрушилась на него сразу же, и он не знал, как этим всем правильно пользоваться, естественно, он потерялся, он начал все продавать. И дни этого человека закончились очень плачевно. Он сидел на рынке и гадал за кусок хлеба. Вот так он расплатился за то, что
подло поступил со своим учителем. Понимаете, поэтому силы на самом деле очень изощренно его наказали. Они ему дали почувствовать эту славу, а потом очень резко отобрали и оставили его ни с чем, поруганным, растоптанным, никому неизвестным, ненужным, абсолютно лишним человеком. Почему он расплатился вот так жестоко? За что его так наказали? Ну, предположим, ну хорошо, взяли с него это знание, да, взяли с него эту способность предсказывать, убрали это все. Ну, можно, в принципе, в другой профессии работать. Можно было накопленные деньги пустить в ход, там, купить какой-то ресторан, например, или что-то еще, и на этом подняться, правильно? Но вот так уж получилось, что все его пути дороги настолько закрылись, что он не смог ни в какую, он не смог никак, нигде себя проявить. Он просто погиб. Он скатился на дно. И случилось это все только по той причине, что человек забыл. Да, человек забыл просто, благодаря кому он это все получил, и кто ему помог, и кто его обучил, кто ему подсказал. То есть он решил, что он слишком умен, слишком ловкий, и что он знает, как правильно жить. То есть смог, да, всех там, как говорят, крутить на пальце. Но сила, которая привела его к этому человеку, из бедного цыгана бродячего сделала известного колдуна, эта сила, она все видит, понимаете, и она не приемлет предательства. И тот человек, который до него был в этой сфере, тот человек, который до него служил силам, значение имеет для этой силы намного больше, чем тот, который только пришел. Вот таким образом этот человек был наказан, все потерял и, говорю, закончил свои дни трагично. Он закончил их на рынке, гадая за хлеб. А зачем вам нужно название ритуала для практиков? Я уже один раз писала это название ритуала. Вы практик? Добрый вечер, Юлия. Почему я решила все-таки немного рассказать о своих наставниках? Я рассказывала на самом деле, рассказывала скользь между делом, рассказывала об этих людях, но считаю нужным поговорить на эту тему, чтобы, может быть, для неразумных, чтобы люди поняли, насколько важно уважать человека, который тебя чему-то научил. И это что-то очень было полезно для тебя, и это что-то помогло тебе во многом продвинуться вперед и достичь успехов. Это бесценные знания на самом деле, и такие знания мало где можно встретить. Эти знания мне помогли во многих трудных ситуациях. Я говорю, что я иногда, оглядываясь на свою жизнь, меня ужасает просто эти воспоминания. И я начинаю думать, неужели это я вообще перенесла и пережила? Ну, если мне второй раз предложат, я даже не знаю, я, наверное, готова буду в ад спуститься, лишь бы это все заново и вновь не пережить. Потому что это, это нереально страшное, больное и прочее, прочее. Ну, об этом не будем. И вот помогли мне выжить все эти знания, понимаете? Помогли мне выжить вот эта сила воли, уже пройденный опыт и прочее, и прочее. Здравствуй, Матвей. Куда ж ты делся-то? Фонограмму писать будешь? Ну, видишь, после наших работ у тебя опять работа попёрла. Вот такие дела. Пойдемте далее. Очень хорошо. Ну, у тебя и так последний месяц работа кипит, ну, ничего страшного, тебе не привыкать. Потом отдохнешь, ты сначала поработай. Отдохнешь потом. Ну вот, котята. Давай, Матеуш, дуй. Что-то я хотела. Да. Первым, естественно, самым главным наставником в моей жизни была моя прабабушка, которую звали Сирануй Шайвазян.
за ее сильный характер и за то, что на Кавказе вообще таких женщин, знающих, называют госпожой. Госпожа, если вы слышали, вообще грузины прям мужского пола называют именно вот батону, потому что батону это господин, это не госпожа. Вот прям батону называют так, господин этих женщин. На одно время мне казалось это смешным, пока я не поняла, почему так происходит, потому что они мужественные, они сильные. Они функции мужчин выполняют в этой жизни, можно сказать. И поэтому их так и называют. Так вот, мою бабушку называли госпожа. И вот так прикрепилось к ней это имя, и до конца жизни она так и называлась Тирун или Тируи, что означает госпожа. Вот она родилась в Западной Армении, которая сейчас в Турции находится. Эти земли у нас были отняты в 15 году во время великой катастрофы, резни, геноцида армян. Она видела очень страшные вещи, ужасные вещи. Я просто не представляю, как после такого увиденного человек, осталась в здравом уме, создала огромную династию сильную. Она видела, как сожгли в сараях всю родню, братьев. Она похоронила сама отца, мать. Очень строгая была, очень Юля. Она такая была, все село ее боялось. Отца похоронила сама, мать похоронила. Мать, причем умерла из-за того, что с голоду съела сырую рыбу, отравилась и через некоторое время умерла. Она говорит, я их взваливала на тачку, ей было 15 лет. Тащила до кладбища, она зарыла там яму. Пришел председатель колхоза какого-то села этого, начал с ней ругаться, мол, здесь нельзя хоронить, здесь наши, сельские и так далее. И она, бедная, ночью в этой тачке потащила маму свою дальше, потащила до нашего села. И попросила наших односельчан разрешить похоронить мать в армянском кладбище. Ей разрешили, помогли, вышли люди, там пригласили священника, в общем, поддержали, помогли ей. У нее на руках были 2 детей маленьких, дети от брата. У них огромная династия, которая состояла из 200-300 человек, и остались в живых буквально обломки, 3-4 человека. Осталась двоюродная сестра, которая в Армении жила, она была врачом. Осталась она, там, родители и эти дети. Одного ребенка, который звали Марьям, она сдала английским миссионерам, потому что ребенок был слабый, и она сказала, что боялась, что она умрет. Она помрет, и ей пришлось отдавать. И говорит, до сих пор я вспоминаю ее крик: «Не отдавай меня, не отдавай!» Не хотела от меня оторваться, но мне пришлось ее отдать. Мы одно время даже искали ее в Америке, но не нашли. Но это нереально, может, уже поменяли ей имя, как-то по-другому, Мэри или как-то назвали. Ищи теперь среди армянских сирот, кто в 15 году был перевезен в Англию. Эти 2 детей, она 15 лет, она была обручена, ее жениха убили. То есть все эти художества, не буду рассказывать, ужасающие, конечно, вещи были, которые ей пришлось пройти. Потом умирает отец. После смерти матери, отца она тоже похоронила рядом с матерью, там же в нашем селе. И в нашем селе она соорудила сама какую-то маленькую лачушку, такую землянку, и там жила. Скажем так, она отбила моего деда. Дед, который был женат уже 7 лет, и его жена не могла родить ребенка. Она говорит, что увидела по соседству такой мужик, работящий, спокойный, хороший. А жена, говорит, вообще неряшливая, все валяется, все в грязи. Она 1 день пошла там, убралась, ей помогла. 2 день пошла, убралась. На 3-й день забрала ее мужа. Мой дед ушел в лес за травами. Она ей сказала, знаешь что? Значит, мне нужен муж, у меня дети.
их надо воспитать, мне нужна защита, мне нужен дом. А я смотрю, ты рожать не можешь уже 7 лет, да и вообще ты никчемная, давай ты иди. Да, она стала, значит, жена стала плакать, мол, как я пойду в наше село, мои родители очень строгие, они меня не примут. Она говорит, не переживай, я им все объясню, я тебя проведу. Одела на нее свою кофту, взяла. Ну, я так думаю, что та женщина, видимо, была умственно отсталой. Ну, мне так кажется, потому что, ну, судя по тому, что она рассказывала, как она ее выпроводила, я думаю, что действительно у нее с головой было что-то не то. И она вот плача, значит, за руку за мою бабушку и ушла. Ей было 16 с чем-то лет, моей бабке. Она ее выпроводила на край села и вернулась обратно. И когда моего деда спрашивали, что, мол, ну, а как же ты ничего не сказал? Вот уходила одна жена была, вернулся другая. Он говорит, ну, баба есть, баба готовит, чистит, моет. Мне какая разница? Интересный такой момент. И она родила ему 4 детей. Вот. Между прочим, хочу сказать, что одна из таких хорошо живущих стали в селе, она помогла подняться моему деду. Тот был очень спокойный, послушный человек. Кстати, вот нрав моего дяди, вот, ну, просто копия. И зовут его тоже, как моего деда, Акоп. Это Яков, собственно говоря. Здравствуйте, да. Вот так и надо жен провожать, нечего тут мелочиться. Взяла за руку и провела на край села. Создала большую династию. И у нас, в принципе, очень такая образованная получилась семья. Ну, люди, которые, скажем так, ну, интеллектуально так на нормальном уровне. И бабушка моя была очень умная женщина, очень разумная женщина. Просто образование не получила, но она всех заставила учиться. Она только старшую внучку раньше выдала замуж, всем остальным она заставила учиться хотя бы какую-то профессию получить. Вот такая... То, что она была строгая, это тут вообще не обсуждается. Ее боялись, ее там... По соседству у нас жила женщина, которая... Ого, не дай бог, скандалистка такая. Так она перед ней голову склоняла, она ее очень боялась. Она ее уважала, называла тетушка. Моя бабушка рано овдовела, ей было даже 40 лет ей не было. При всей этой строгости эта женщина воспитала, помогла, подобрала с улицы нескольких сирот, выдала их замуж, женила, построила им дома, помогла построить дома. Несчастливая она была человек. Вот. Ее жених умер, когда она была еще молода. Муж ее тоже ушел молодым. Потеряла она дочь в раннем возрасте. Мой дед ушел рано. Пробовала она свою жизнь устроить с человеком, чтобы тот как бы помог ей воспитать детей, поднять. Не получилось. Тот начал пить, издеваться, и она его выгнала. Вот, собственно говоря, вот эта вся история этой женщины, которая, ну, сама, собственно говоря, вот как бы на своих плечах подняла всех нас. И меня она очень любила, она меня очень ждала. Я родилась после смерти своего деда, через несколько месяцев. Она говорила, что мои предпочтения, как у моего деда. Причем, я вам честно скажу, и уже поняв, что она меня очень любит, я уже немного так подыгрывала ей, потому что я знала рассказы, как мой дед любил кушать, как он пальцы облизывал, что он там, она все рассказывала, видимо, скучала по сыну. И я вот специально там ела, облизывала пальцы, тем самым становилась ее самой любимицей еще больше. Знала, как понравится. Маленькая аферюга. Но почему-то вот у нее постоянно было ко мне такое отношение, в то же самое время какое-то жалостливое, что бедная, бедная, все время вот так говорила. Ну, всяко бывает. Да, предки у меня были хорошие люди. Ну, сельские люди. Хотя я хочу вам сказать, действительно, у моего деда дневники были, в которых было написано
Очень много мудрости вот для обычного крестьянина. Вот такие размышления, ну, вселенского масштаба, очень мудрые размышления о том, почему мы рождаемся, куда мы уходим, откуда мы приходим. Он это составлял немного так малограмотно, может, примитивно, да, потому что у него не было образования особо. Но, вы знаете, каждое поколение, да, берет основу своих предков и развивает, и делает еще лучше. Остались записи, остались. Одна тетрадь свистнута, забрал мой брат двоюродный в Ереван. 2 тетради у меня. Остались эти тетради. Просто одна тетрадь у меня в Волгоградской области, там у моих, а вторая в селе. Я никак не добьюсь, чтобы они привезли. Когда-нибудь, если я туда попаду, я сама принесу эту тетрадь. Обязательно. Да. Покажу, но я не очень люблю это показывать. Да и, честно говоря, один раз показывала и получила по башке. Вот что дело. Немного боюсь, опасаюсь. Но за основу вот я брала. Сестра моего прадеда, она заговаривала, что-то делала, к ней тоже ходили. Ее сын был очень сильный. Я уже говорила, что он лечил огнем. Говорят, что когда сестре моего прадеда приснился сон, и старик в белом подошел к ней и сказал, я взял ее за руку, да, и сказал, бедная моя, вот эта сила, которая у тебя есть, оставить тебя одной вдовой, останешься с детьми. И она говорит, что она заплакала, вот это такое предание нашей семьи, заплакала, что не забирай моего мужа. Тот ответил, если бы я... Здравствуйте. Если бы я мог, то я бы поменял, но, к сожалению, ничего не поделаешь. И она осталась вдовой. А как умер ее муж, ударила молния. Вот ударила молния. Через некоторое время опять этот старик приходит во сне и говорит, что огонь взял свою жертву из твоей семьи. Теперь огнем твой сын пусть лечит. И вот с тех пор этот человек лечил огнем. Лечил там не свечами, а что-то зажигал. У него было потом эти кремнии, бил друг от друга. Возникали искры. Он настолько вот, ну, я до сих пор, когда вспоминаю, привет, Софи, я так поражаюсь вот тому, что вот эти искры, ну вот, по сути, да, возьмите искры, вот бейте друг об друга эти, трите вот эти кремни. Ну и что с этого? Ничего не произойдет, если только пожар дома. Но он этими искрами лечил очень страшные болезни. Что-то говорил, бил, вот так вылетали эти искры. Он там ударял. Кстати, мне нужно тоже попробовать именно кремнем. Я один раз пробовала, но после этого я как-то начала больше свечами. Я тоже люблю огонь. И лечил, он вылечил у меня ноги, которые что-то у меня там было, какие-то, в общем, кожные аллергии, что ли, черт его знает, что там было, красная вся. И меня заставляли с утра пораньше встать и пойти к нему с мамой. Я шла прям 5:30, меня там рубашку какую-то кидали, нельзя было много чего одевать, надо было на голое тело рубаху кинуть, в общем, и так далее. Для меня это было смертеподобно, я просто проклинала все на свете, чтобы меня пораньше утром тащили куда-нибудь, это не дай бог. Вот, у меня голос просто такой, у меня голос обладает успокаивающим таким моментом, поэтому мужчины очень любят со мной говорить часами, любили когда-то говорить часами. Надеюсь, что мой суженый, ряженый этот эфир не прослушает. Вот, они говорили, что мой голос успокаивает, что у них головная боль проходит и прочее. Вот. Ну, бедный, а что делать? Но лечил он, да. Потом, то есть вот первыми наставниками я могу назвать свою семью. Все эти предания моей семьи о том, как определенная сила пыталась убить моего деда, скинуть с обрыва.
Я уже рассказывала, когда он сидел, курил, и резко ударили просто. Ударили по лицу, и он скатился вниз. Его удержало дерево, он смог как-то. Да, и сапогом тоже лечу, такой тоже есть. Некоторых вылечила. У меня сапог волшебный. По морде, как, прилипник к морде, сразу лечение начинается. Лечение мозгов. Да. Что я хотела, все улетело. Потом бабушка моя, которая видела всякое. Я вам хочу сказать, еще раз напомню, 96 лет, что ли, ей было, она задушила сову. Сову, которая пыталась кинулась, в общем, напала и пыталась... Что он там пыталась, в общем, они же клюют глаза вообще-то, сова. Да, она задушила ее одной рукой и привезла домой. И эта сова валяется у нас до сих пор, это чучело на крыше. Мама унесла туда, говорит, не могу смотреть, всю пыль собирает. Она подняла руку, вот эта сова налетела на нее ночью. На самом деле у нас по ночам обычно поливают огороды, потому что село, там очередь за водой становится, чтобы никто не закрыл воду, чтобы, огород весь полить нужно, потому что оно высыхает. И она ходила, смотрела, проверяла, дошло ли до конца. Я помню, я тоже маленькая была, мне было интересно, и ночью ходила с ними. У нас большие огороды, прям идут до речки, а дальше идет потом уже лес. Там я один раз оставила куклу, забыла, и на следующий день, когда пошли, принесли, там лиса загрызла моей кукле ножки. Я помню, я там почему-то яркое воспоминание, я так кричала и готова эту лису просто оставить без хвоста. И я запомнила, что у нас огород огромный, прям возле леса. Дальше уже начинается лес. Собственно говоря, вот сейчас вспоминаю, это такие сказочные воспоминания, которые волшебные просто. Тогда казались, обыденным, каждодневным, а сейчас вот вспоминается дом. У нас сейчас в доме никто не живет, осиротел дом, наверное, к сожалению. Что делать? Так получилось. И она, когда пошла смотреть, проверять воду, сова налетела на нее сверху, запуталась в волосах, начала ее царапать, и она вся в крови, но как-то поднесла руку наверх, схватила ее за шею и начала душить. Она просто сказала, что иного выхода ее оторвать от себя было невозможно, он бы ее убил просто. Вот и все. И она задушила эту сову и притащила домой. Вот такая была сильная женщина, собственно говоря. Вы удивляетесь, в кого ж я такая уродилась? Меня иногда называют, что я бабушка я своя. Жестокая она была в каком-то отношении. Жестокая. Гоняла с ног, будь здоров. Не дай бог что-нибудь не по ней. Не дай бог кто-то сел на ее место за столом, не спрося. Кто-то взял ее любимую чашку. Вот. Это не скандал был, но она могла просто потом не разговаривать с нами целую неделю. Это такой вот человек характерный очень. По-всякому могу дать по морде, кому надо. И вот эта обстановка сильной женщины, понимаете, вот человека, которые приходили, которые уважали. И, собственно говоря, вот этот нрав. Я тоже в свое время думала, что чрезмерно, сильная, могла и поругать, могла и вскрикнуть, и поставить на место. Я думаю, можно же как-то вот помягче, почеловечнее, да? Я сейчас вам напомню, итальянский фильм был такой, когда приходит человек, по-моему, называется «Сатана и 10 заповедей», насколько если я не ошибаюсь. Больная бабушка лежит, внучка очень красивая, глаза такие лучезарные. И вот приходит этот сеньор в костюме, во фраке, весь черном, спрашивает, говорит, как тебя зовут, детонька? Она Мария. О, Мария, так звали мою любимую когда-то. В общем, обнял ее и говорит, а вы кто?
я Господь Бог. И тут эта бабка хватает кочергу и начинает его бить. И эта маленькая заступается за эту кочергу, схватилась, потащила в угол, выкинула. Она говорит, вот ты защищаешь его, да? Защищаешь, ничего, ничего. Когда проживешь с моё, тогда посмотрим, будешь ли ты этого Бога защищать. Ну вот, собственно, вот так вот. Да, я тогда осуждала, что она очень строгая, очень ведет себя непонятно как. А сейчас с высоты полета своих лет я как-то начинаю уже понимать, что в чем была ее строгость, почему она была такая бескомпромиссная, спокойная, строгая. Ну, потому что она прошла очень многое, и ее сердце немножко ожесточилось. Опять вижу язык пламени. Смотрите. Посмотрите, я убрала свечу. Вот убрала, видите, язык пламени? Вот он, вот он. Смотрите сюда. Вот свеча. Да? Я свечу убираю. Ну, собственно говоря, тут нечего даже... Тут вообще нету отражающих предметов. Никаких. Вот. Потом он опять появляется. Снова. Я не знаю, вам видно, нет? Угу. Ну все. Тут нету отражающих предметов, собственно говоря. Он похож на язык пламени. Может быть, он и есть язык пламени, то есть отражение одного из этих пламени. Но то, что он внизу отражается, прям на черной материи. Вот, смотрите. Ну вот. Он сквозь меня проходит. Ну ладно. Да, не исчезает, но видно. Вот. Вот. Второй момент. Когда мы уже уехали, мы жили в России, всякие видения, всякое такое и так далее и тому подобное, это уже, знаете, второстепенно. Эти мои странные поведения, скажем, вы знаете, вот основное количество странного поведения, которое у меня было, это приходится на то время, когда я жила в Грузии. С моим классом, с моими друзьями, с моими близкими. Когда я переехала в Россию, некоторое время это как бы закрылось, потупилось вот это все на время, пока я училась здесь, в русской школе. Потому что класс был недружный, потому что меня не принимали, потому что очень жестоко и недостойно себя вели. У меня списывали, ходили и говорили, это вот не русская у нас списала. Мне ставили 3, а им ставили 5. Понимаете? Вот такое было отношение. То есть они мной пользовались, они у меня брали, переписывали у меня. Я хорошо училась, я знала язык, я и у себя там как бы знала язык, дуб это. Но отношение было очень вражеское, очень такое завистливое. Пытались мне внушить, что я страшно выгляжу. Потом я поняла, что просто я красивее их была, и им очень хотелось мне внушить, что я вот такая сякая. По сути, я не озлобилась, даже невзирая на то, что дети жестокие, дети были настроены как фашисты ко мне. Да, как фашисты были настроены. Абсолютно вообще беспочвенно, ни за что, ни про что. Вот эти вот унижения и несправедливые отношения. Потом у нас сменилась классная руководительница, и она уже все поставила по своим местам. Больше меня никто не трогал. Понимаете, для меня вот эти школьные годы, которые здесь проведены, практически каторга. Я ничего хорошего не помню. Я помню, что я училась на отлично. Я очень хорошо училась, мне все время издевательски говорили, ну, понятно, сегодня тоже 5 будем домой носить, вот, и прочее, прочее. Но это мне не мешало, я просто концентрированно училась, я не хотела отвлекаться на это все. Дети не просто жестокие, но такое, как вам сказать, отношение к чужаку. Тем более, если это чужак, учится лучше них, это всегда неприятно. Издевательски, потому что я училась лучше них.
Вот почему, Матвей. Я лучше них училась. Я писала стихи, я выступала, я сценарий писала. Они видели талантливого ребенка, и они гнобили как могли. И я помню, что один момент я не выдержала просто и сорвала парик просто с одной моей одноклассницы, которая была дочерью, ее мама была заведующая районо, вот она вела себя как хотела. Я говорю, она писала, значит, стояла возле доски, я пишу, я не вижу, у нее парик какой-то носила, шиньон в этом возрасте, и огромные ногти приклеенные. И я говорю, я не вижу, что там написано, покажи, пожалуйста. И она прям стоит вот так, как бы наглую. Я говорю, ты свой куст с башки убери, пожалуйста, я не вижу, что там написано. В конце концов, мне это уже выбесило настолько, что я во время урока встала и сорвала с ее головы вот этот парик. Да, после этого они немножко так насторожились. Второй раз, когда я просто нашла книгу и на следующий день отнесла, чтобы ей отдать, меня обвинили черти в чем, что она там лежала, нечего было ее трогать. Я эту книгу со всей силы ударила ее по лицу. Но вот после этого, в общем, они перестали ко мне вообще подходить. Видимо, знаете как? Люди не понимают человеческого общения, люди не понимают милосердия, люди понимают язык жестокости. Вот когда я шваркнула этой книгой просто по ее морде, после этого уже было как, другое как бы на отношения. Они перестали со мной уже так вот издевательски ко мне относиться, одним словом, и так далее. Поэтому хочу вам сказать, что вот эти школьные годы здесь, они тормознули в какой-то мере, и я не показывала этим своим одноклассникам, то есть пыталась не говорить о том, что я что-то вижу, что-то знаю. Я не хотела с ними об этом делиться, потому что боялась, что меня высмеют. А вот школа, которая у меня была в Грузии, там совершенно другие были отношения, там знали, что я странная, там ко мне по-человечески относились дети, мы любили друг друга, мы друг друга братья и сестры называли. И, естественно, вот и раскрывалась я там больше. Потом я здесь, в университете, помню, что несколько раз так получалось, что я опаздывала, и я боялась, что я не успею. Честно говоря, я вам хочу сказать, что тогда очень тяжело мы жили. И родители мне давали определенную сумму денег. Я снимала комнату, жила с одной женщиной знакомой, я о ней рассказывала. И мне нужно было ездить каждый раз на маршрутке как бы в Волгоград. Я жила в Волжском. На эти лекции. Я экономила эти деньги, чтобы слишком много у родителей не взять. Старалась меньше ездить на занятия. Ездила уже сразу на экзамен, на зачет и сдавала. И поскольку я могла это сдать, а их зло брала, понимаете, почему ты не ездишь, не приходишь, а тебе ставят. Ну, ставят, потому что у меня были знания. У меня не было просто этих сумм, и я стеснялась спрашивать со своих родителей, которые и так концы с концами сводили. Было тяжело в эти годы, очень трудно. Всем было трудно, не только нам. И поскольку я стеснялась, они сдавали на экзамены, сдавали и получали. А я учила по ночам, сидела, все это учила, зубрила, чтобы как бы, не просить у родителей. У меня не было выпускного, я хочу вам сказать. В тот момент у меня родился только ребенок, у меня было очень много расходов, мне было очень много надо было успеть. У меня ребенок лежал, я одной рукой его качала, другой рукой я писала контрольные, курсовые работы, тогда еще не было столько компьютеров и так далее. И как бы зарабатывала на то, чтобы помочь своим родителям, чтобы вырастить ребенка и так далее. Мне было действительно очень трудно, и тогда я где-то и зрение посадила, и прочее, прочее. Годы не самые веселые, скажем, и школьные годы, и университет мне особо вспоминать так нечего, если только учебу вспоминать, моих как бы преподавателей вспоминать, и все. Да, у меня ребенок действительно награда, он вырос достойным ребенком, он это ценит, видит. Действительно, мне в этом повезло.
Но я когда вспоминаю, как с этим катетером в руке я качала всю ночь его и читала, и зубрила, и ночью вставала, там 2 часа посплю, потом будильник завела, встаю, чтобы сесть написать, потому что мне завтра нужно будет написать контрольные, там курсовые и отдать. Да, дорогие люди. Ну, естественно, когда ты это все пишешь, это все делаешь, заодно это все запоминается. Здравствуй, Рана. Это все остается в голове, и это знание, которое тебе помогает. Я всегда говорила, даже если вы по профессии не будете работать, все равно учитесь, народ. Все равно заканчивайте университет. Все равно отличается человек с высшим образованием или хотя бы с каким-то образованием от человека абсолютно необразованного. Потому что узкий кругозор, потому что ограниченные, понимаете? Здравствуйте, Сада. Ограниченность и так далее, он дает о себе знать на самом деле. Но это Матвей так шутит, у него настроение сегодня игривые. Шутки. Шутки изволите шутить. Следующий момент. Поскольку я рано развелась, и до того, как развестись, я находилась, жила с мужем в коме. Не в коме, а в коме. Коме СССР. Если знаете, да, это такое место хорошее, добротное. Лес. Километры леса. Между селениями только одно сообщение, то есть одна дорога – это электричка. И, собственно говоря, больше ничего. И, скажем, развивающаяся страна, лесная промышленность и медведи. Вот и вся жизнь. Я помню, когда я волка увидела первый раз вдалеке, одиночку, он на меня так посмотрел, я в голове так подумала, ну что-то, блин, собака какая-то слишком большая. Что он тут потеряла? Прям стоит, на меня смотрит, он посмотрел, и с окна там бабка какая-то. Ой, детка, иди сюда, детка, быстро через калитку заходи, а я стою как вкопанная. Знаете, такое ощущение, вот почему звери нападают, да, и человек не соображает, вот, не спасается. Я поняла это несколько раз, у меня был такой момент. Гипнотизируют. Они глазами, вот ты стоишь, ты понимаешь, что приближается смерть к тебе, но ты вот даже пальцем не шевелишь, чтобы спастись. Ты ничего не делаешь. Ты просто смотришь в глаза этому зверю. Глаза были жутко сверкающие, абсолютно холодные, жестокие, но мне показалось, что они человеческие. Не знаю почему. Я не увидела там зверя, я увидела человеческие глаза. Смотрел на меня, такой серенький, чуть-чуть с черным черным оттенком. Посмотрел, потом отвернулся и ушел. Когда рассказывал, мне не верили. Все говорили, что одиночки обязательно бы напали. Я говорю, ну, действительно так, но я увидела. Он по селу ходил, особенно зимой. Сейчас, когда я выхожу на улицу, мне говорят, ой, как тебе не холодно? Я говорю, знаете, в этой коме, где там, да, люблю волков, я их понимаю, я понимаю язык зверей, я сейчас скажу, откуда у меня это пришло. В этой коме, где там нормальная температура зимой, это минус 40, для меня, как бы, знаете ли, минус 5, 6, 7 и 10, как так. Это теплая ванная. Потом белые ночи. Вот, белые ночи, когда ты ждешь, когда стемнеет, ждешь, а там уже, ну, как бы светло и светло, уже люди отключили, выключили свет, закрыли окна, и ты думаешь, ничего не пойму, они что, дураки, что ли, днем пошли спать все. А потом ты понимаешь, что это белая ночь, совершенно день, просто можно ходить на улицу. Если кто не видел белые ночи, чтобы знали, это обычный день, просто ночь. Продолжение дня, скажем так, да? Вот в 12, в час очень тяжело.
очень тяжело понять это состояние, пойти спать и, то есть, почувствовать, что сейчас ночь. Потому что, ну, психологически тяжело к этому привыкнуть. Привыкла. И белые ночи тоже привыкла, видела. Ой, чего я только не видела, честно говоря. Люди дорогие. И вот сижу я там, делами занимаюсь, и тут стук в дверь. Открываю, маленькая девчушка. Такая взъерошенная. Она мне показалась похожа на эту домовенка Кузю. Волосы в разные стороны. Ну, здравствуйте, у меня бабушка вас зовет. Я говорю, почему меня? Она вас зовет. Она сказала, чтобы вы к ней пришли. Она сказала, женщина с разными глазами. Вот увидишь, ей скажи, чтобы она ко мне пришла. Я говорю, хорошо. А где твоя бабушка живет? Пойдемте, я покажу. Вот так. И пошли. Картавила слегка. И мы с ней пошли за селом. Находится ее дом. Ну, такой добротный, неплохой дом. Нижний этаж ее, верхний этаж ее сына. Но сын давно был покойный. Там жила невестка со своей снохой уже, ну, поскольку уже взрослые люди. И она внизу жила вместе с дочерью. Дочь, я так поняла, вышла замуж, вернулась. В общем, бездетная была, взрослая дочь. Но у них отношения не особо. Дочь немножко такая гулящая была. Я говорю, ну, в общем, я пришла, здравствуйте, здравствуйте. Она мне просто сказала сходу, здравствуйте, здравствуй, детка, заходи. Я Наталья Николаевна. Строгая женщина, суховатая, острыми чертами лица. У нее нос такой остренький, глаза серые, большие глаза. Ну, вот достаточно красивая была бы в молодости, я так думаю. Ну, сама по себе такого, знаете, мальчишеского телосложения женщина, очень живая, очень быстро бегающая. Ей на тот момент было 80 почти, ну, под 80 лет или 80 с чем-то лет, где-то так. И она со мной поговорила. Мне надо тебя учить, кое-что оставить. Я говорю, а учить чему? Вот сейчас останешься и узнаешь. И они еще, знаете, как они вот в коме, она была комячка. Тут еще вот в этой, где там его, в Татарстане, в Чувашии, в Мордовии, они тянут слова. Автобус поехал, вот так вот разговаривает. Приехал, не знаю почему, но у них вот такой говор. И она таким образом разговаривала. Я сейчас не буду воссоздавать всю эту картину. Мы с ней подружились. Я ее вначале побаивалась, потому что, я говорю, мне казалось, что женщина немножко, ну, как-то не в себе иногда. Потому что она так кричала, она так говорила. Руки, я ж говорю твою-то как-то она, твою душу, Богу, мать. Руки сюда положи, руки туда положи. Приходили вот женщины, приводили своих сыновей, мужей. От алкоголизма это все. Ну, я не берусь, я не хочу. Не хочу, потому что, ну, не хочу. Я вообще не хочу иметь дело с наркоманами, алкоголиками и прочее. Дорогие люди, что она мне оставила? Она оставила мне бесценное наследие. Она сказала, уезжай отсюда, пока я жива, потому что меня скоро не станет. И я говорю, а почему ты хочешь, чтобы я ушла? Потому что я не хочу, чтобы ты здесь осталась. Мне такое ощущение, что она за меня боялась. Она боялась, что за эти тетради или за эти что-то со мной сделают. Да, и вот то же самое я бы тоже сожгла всех этих тварей. Когда говорят, что вот, это же люди, как так можно, это болезнь. Я говорю, да, живите вы с ними там 1 месяцок, и потом посмотрим, как вы заговорите. По мне их не жалко, мне жалко их родственников, которым нужно работать, которым нужно пахать, которым нужно этих скотов кормить, которым нужно после того, как он все вынесет из дома, подумать, как дальше жить, чем платить.
Понимаете, что делать, как подняться на ноги и так далее. Вот родственников и людей, которые рядом это все терпят, мне жалко. А этих мразей мне не жалко ни капли, потому что им очень выгодно быть больными. Они такие больные все, бедные, пожалейте их, лечите их, там, я не знаю, что вы делаете. А на самом деле это биомусор, который очень хорошо пользуется всем этим. Если просто говорят, вот тяжелая жизнь, человек поэтому пьет, там колется. Да ёпарасоте, тяжелее, чем моя жизнь, но мало у кого можно найти. Чё ж я не стала ни колоться, ни пить, ни, не знаю, ни шастать, ни шалавиться, не знаю, что. Почему-то я живу нормальной жизнью. Потому что это зависит от человека. Это слабые люди прикрываются страданиями. Им очень нравится вот этот страдальческий образ. Но это же болезнь. Это же я не соображаю же, не понимаю. Но моя бабушка говорила, когда мне говорят, что я не соображаю, я им говорю, кушайте свое говно. Вот тогда поверю, что ты не соображаешь. А пока я думаю, что ты соображаешь. Матвей, когда человек одумался, понял, это другой вопрос. Когда человек этим пользуется, когда человек, понимаешь, вечно, вот пожалейте меня, я больной, я несчастный, я бедный. Когда человек приходит, вот как животное себя ведет, переворачивает все, разбивает, там, я не знаю, дома то, что родители престарелые должны по новой покупать, понимаешь? Это совсем другое. Вот именно, дурь, там, разгульный там, образ жизни, некоторое время вот эта ерунда, когда человек понимает, что ерундой занимается, это другое совершенно. А когда человек нарочно доводит близких, родных, когда из-за него слепнет мать, потому что сын единственный, который колется, на которого она просто сделала всю ставку своей жизни, из-за которого она не создала семью, ничего, пожертвовала всем. И вот эта скотина идет и начинает колоться, и она слепнет от этих стрессов, понимаете? И превращается непонятно в кого. Вот сказать, вот он бедненький, он бедный, он несчастный, он такой-сякой, выносит все из дома. Нету там бедных и несчастных. Все это фигня. Это просто люди, которым очень выгодно быть бедными, несчастными, больными. Все должны их жалеть, все должны их лечить, все должны не знать, что делать и прочее, прочее. Если захотят, они выйдут из этого состояния. Но они не хотят. Им это не нужно. Они не хотят. Это особый кайф. Им абсолютно наплевать на страдания родных, близких. Самое главное условие вывести этого человека из этого состояния, я вам хочу сказать, это перестать потакать этому пороку. Перестать. Не кормить даже. Пусть он, скотина, с голоду пухнет. Неделю, две. Как делают разумные родители? Все выносят из квартиры, дают ключи сыну, говорят, ну, сынок, живи, на, вот здесь, все, давай, прощай. И он не находит их нигде. Он все продает, все, что возможно, чуть ли не стены уже продает, и понимает, что больше у него выхода нет, и идет, начинает лечиться. И я не верю, что невозможно вылечиться, если человек не хочет. Человек не хочет. Вы поймите, например, от наркотиков испытывают ощущение, как от мужского оргазма. И поэтому ты сколько хочешь ему говори, не надо, вернись к жизни. У него особое мышление. У него кайф. Он, знаете, насколько возвращается к жизни? Вот когда он перестает ходить, вот у него ноги уже не топают, да, он уже дохнет. Его забирают в клинику. Вылечили, привели в порядок. Он начал ходить, он начал кушать, он начал двигаться. И дальше он продолжит лечиться? Нет, он дальше не будет продолжать лечиться. Он пойдет колоться по новой. Потому что у него силы появились жить, силы появились ходить. Он уже может как-то... Единственный выход таких людей вылечить или привести в чувство, это отвести их в какую-то такую, знаете, резервацию, просто закрыть где-нибудь, в таком месте далеко от цивилизации, заставить каждый день работать, обливаться водой, жить и так далее, и так далее. Тогда они будут отходить. Была такая организация «Город без наркотиков», если помните. Потом они тоже погрязли во всем этом, во всех этих интригах. Рано или поздно человеческое берет свое. Но я помню, что они выводили, они уводили и так далее, и так далее. И, как вам сказать,
Так родители вместо того, чтобы сказать спасибо, они еще суд подавали на этих людей. Моего сына там избивают, моего сына побили, моему сыну что-то там не то сказали, моему сыну там не так грубо посмотрели и прочее, прочее. Но я так смотрю и думаю, бедные вы несчастные, так ваш сын погибнет с такими родителями, как вы, потому что вы ему потакаете. Мы хотели, чтобы он бросил колодцы, купили ему машину. Ага, сейчас он бросит сразу. Как только ему машину купили, он сразу просит, он сразу вас оценит. Нет, дорогие мои, он вас не оценит. Он будет каждый день ходить и говорить: мам, мне надо ремонтировать то, мам, мне на бензин надо, мам, мне... Значит, эта машина получится у вас просто золотая, бриллиантовая, если вы каждый день будете ему на ремонт платить, на то. А на самом деле машина – это хороший повод дальше тянуть с вас деньги. Тянуть, чтобы на что-то вот это все находить и искать. Я еще раз говорю, я своему ребенку показала все это без прикрас, все это дерьмо показала, чтобы он просто знал, имел в виду. Я сказала, что если ты один раз попробуешь, считай, что ты уже умер. Потому что доказано уже, что с первого раза принятие наркотиков сразу меняет сознание до такой степени, что уже, собственно говоря, там делать нефиг. Там не лечить, нет, это невозможно все. Я просто сказала, что я отвернусь и откажусь от тебя, потому что я пойму, что тот, который внутри тебя, он умер, его не существует. И вот это нечто, вот эта сущность, которая будет сегодня как-то... Ой, сегодня, извиняюсь. Вот эта сущность, которая будет мучить меня и получать удовольствие, я ему это удовольствие не предоставлю. Потому что, еще раз говорю, не скрывайте от своих детей, показывайте это все, показывайте какой-то ужас, какая-то гадость. Не нужно говорить, мои дети должны нагуляться, у них молодость, нефиг им нагуливаться. Они нагуляются, когда они будут уже зрелые люди, они и гулять будут, они и ходить будут. Не надо нагуливаться. Это не конец света, и без этого можно прекрасно жить, очень хорошо. Вот. Дело в том, что сейчас есть и синтетические наркотики, которые вообще, они сразу убивают человека, сразу перед человеком какие-то чудовища встают, какие-то ужасающие вещи. Он может мать зарезать, отца, потому что ему показалось, что они там... Какие-то львы идут на него, скорпионы и прочее, прочее. Замолчал, пусть. Все говорят некоторые: ой, вы знаете, там он травкой балуется, особо ничего нет. Дорогие друзья, хочу вам объяснить одну истину. Значит, организм привыкает к наркотикам. Он привыкает настолько, что ему доза нужна все больше, больше и больше. Он уже не довольствуется тем, что... То есть он не довольствуется, да, тем, что он плачет, я вижу. Эту хрень нюхает, потому что ему нужно больше дозы. Вот он привыкает уже, как к яду привыкали цари и короли, да, вот медленно вот этот яд постепенно по капле. То же самое. Теперь организм привык к этой дозе наркотиков, неважно, откуда это наркотики поступают, через курево, через что, требует больше. Начинаются более такие жесткие наркотики, начинается уже нюхание всяких порошков. Через некоторое время, минимум год-два после этого нюхания, организм уже привыкает, ему нужна больше доза. Сейчас кто-нибудь спросит, пускай он больше дозы и не делал, пусть на этом и стоит. Не получится, дорогие мои, потому что у организма есть такая особенность — ломкий. Если ты не выдаешь нужную порцию яда этому организму, он начинает скрючивать, вплоть до того, что как будто тебе просто через мясорубку пропускают кости. Вот такая боль. У них течет слюна, у них глаза слезятся, они падают, их шатает, они дохнут. Успокойся, Матвей, все нормально. Это шутка была, видимо. Второй момент. Когда это нюхание уже не помогает, начинает
переходить на иглу. Нет ни одного наркомана, который бы остановился только на кокаине. Нет ни одного наркомана, который бы остановился только на марихуане. Нет ни одного наркомана, который остановится только на героине. Когда героин... есть такое выражение: героин умеет ждать. Можно 9 лет, 10 лет, 11 лет не употреблять, через некоторое время. Вот достаточно этому человеку шприц показать, у него уже слюнки потекли, он уже вспомнил это все. Это нереально забыть. Это должен быть очень сильный человек. Повышение дали, предсказание сбылось, и это очень хорошо. Это должен быть либо очень сильный человек, просто полубог, просто очень сильной волей. Но если у человека очень сильная воля, он вообще не будет ни колоться, ни пить, ничего. Но если он начал, у него уже слабая воля. Как ты его вытащишь? Все. Значит, героин начинает все больше и больше. Дозировка. В основном наркоманы умирают от передозировки. Если есть такой наркоман со стажем, больше 8-9 лет он не живет на героине. Он должен быть очень богатый наркоман, чтобы постоянно себя обеспечивать, такое прям чистое сырье для того, чтобы он не сдох. А потом, дорогие мои, переходят на метадон. После метадона человека не существует. Все, его можно смело выкинуть на помойку, потому что там нет уже человека. Там, не дали, значит, это получилось. После метадона, метадон был изобретен немецкими учеными во время Второй мировой войны и пробовали на этих пленных этот препарат. Метадон полностью разрушает волю человека, полностью разрушает и память, и все, что возможно. В общем, он из человека превращает в такое некое существо, который вот где сел, там заснул, там отключился, там вот так упал, голова между ног, вот так торчит, валяется, смотрит на тебя абсолютно таким взглядом, как вам сказать, не из мира сего, вообще отреченным. Там уже человека нету. Один раз достаточно принять, и человек уже не человек. Вот этот метадон давали многим пленным, военнопленным, как лекарство, которое якобы обезболивающее. После этого лекарства эти люди, возвращались с плена, обмен между пленными происходил и так далее и тому подобное. После этого, через некоторое время, этот человек умирал от разных всяких болезней. От метадона гниют живьем. Абсолютно живьем. Второй вариант крокодил – это нефть, это керосин, это определенные какие-то препараты, которые перемешиваются и в вену. Почему он получил название крокодил? Потому что человеческая кожа начинает гнить местами, становиться на пупырчатого крокодила. Человек просто гниет. Я смотрела в Ютубе такие кадры, когда просто он пришел в больницу, у него кость, кость, просто скелет уже ноги, а он все равно колется. Там уже ничего нету. Ему говорят: слушай, он прям целлофаном завернул это все и ходит. Руки, ноги, все это со временем отрезают, человек все равно колет. Это невероятно. От метадона гниет организм полностью. Он становится пергаментный, он становится желтый, он вообще не похож на себя. У него начинается жуткая вонь, печень гниет. Даже если его вытянуть и так далее, это нереально. Врачи, когда узнают, что наркоман после метадона пришел, они говорят: переходи на героин, 2 месяца колись героином, после придешь, только тогда мы начнем что-то с тобой делать. Потому что от метадона спасения не существует. Просто нету. Почему переходят на метадон? Потому что он как бы на 3-4 дня хватает, то есть дает им ощущение вот этого кайфа, им хорошо, у них нету этого состояния и прочее, прочее. Есть только 3 человека, которого вытащили из метадона, его погрузили в искусственную кому. И после этого вытащили. Вы понимаете, какой это стресс для организма? Вы представляете, какие это разрушительные просто для организма моменты, и после этого человек уже получеловек. Его уже не существует, можно сказать. Он уже так ходячий труп просто.
И то там лечение могут как бы подвергаться люди, которые, ну, богатые родители, как-то хотят спасти, да, каким-то образом, каким-то методом. Дорогие друзья, это страшная история, это страшные вещи. Люди уже сидят и просто молятся о том, чтобы быстрее умер их муж, их сын, чтобы он отмучился уже, чтобы уже не мучили. Не потому, что они там его ненавидят, а потому, что любят и видят, как человек разрушается. Там уже нету жизни. Люди, которые живут рядом с такими людьми, их называют созависимые, потому что они тоже зависят от наркотиков, зависят от того, сколько найдет эту дозу, когда найдет, где они эти деньги достанут, дадут. Они пытаются его вылечить, они его лечат, через некоторое время он снова начинает. Были моменты, когда родители принимали решение и не звонили врачам. Когда человек от передоза лежал, они просто не звонили врачам, они тянули время, чтобы он умер. Потому что без разницы, какая разница, но он очнется, умрет через полгода. Но за эти полгода опять вынесет все, что дома есть, да, например, мать продаст, сестру продаст, все, что хотите, он сделает, на все пойдет, на всякие преступления. И они принимали решение этого не делать. Я помню исповедь врача, который сказал, мы когда едем откачивать их, мы молимся, чтобы не успели, чтобы он уже умер. Потому что, говорит, смысла нету. Они сами рады, чтобы умерли. Они иногда говорят, ну нахрена вы меня откачали, дали бы сдохнуть, да и все, чтобы отдохнуть. В Америке судили женщину, которая убила свою дочь. Она говорит, что просто после очередного раза, когда еще нужна была доза и прочее, там заскандалили, и она упала на колени и сказала, мама, я тебя умоляю, если ты меня любишь, спаси меня, убей меня, я не могу больше. И вот она достала из оружейки мужа тайком револьвер, прицелилась и выстрелила в лоб. Ей дали лечение несколько месяцев, прийти в себя, ну, в общем, ее как бы признали виновной, но под воздействием какого-то состояния, в общем, не дали ей такое сильное как бы наказание. Вот каково это? Вы можете представить? Жизнь теряет всякие краски, жизнь теряет все. Это не жизнь. Это ужасающая вещь. Поэтому, дорогие друзья, вашим детям обязательно это показывайте, говорите, насколько плачевно заканчивают свою жизнь люди, которые увлекаются этой гадостью. Да, жизнь, она просто становится серой, абсолютно бесцветной, абсолютно никакой. Как бы вы ни любили этого человека, вы настолько начинаете ненавидеть этого человека за то, что он капля за каплей забирает вашу жизнь. И поэтому вы готовы на все, лишь бы это все быстрее закончилось, вплоть до того, чтобы он умер быстрее. Неважно, насколько человек вам близок, понимаете, даже родной ребенок. Так что, дорогие друзья, вот когда это все говорят, вот лечение наркомании, снимаю наркоманию, снимаю алкоголизм, приходите, там великий целитель, гуру и так далее, это все херня, извините за выражение. Поэтому, когда говорят, а почему у вас нету вот там лечите алкоголиков и так далее, потому что я не лечу их, потому что я никогда не возьмусь это делать, и никто их не вылечит. Не надо мне рассказывать сказки. Человек, который наркоман, человек, который уже пьющий со стажем, и никакой в нем подселенец. Этот подселенец питается его энергией, энергией всех близких, которые рядом с ним находятся. И этот подселенец, он очень силен. Мне надо с ним воевать просто полжизни. Он заберет огромное количество моих сил для того, чтобы я этого наркомана или кого-то вылечил. Потом приходят, платят 5000 или 6000 и говорят, мы там за 6-7 тысяч вытащим вашего друга или подругу. Я еще раз говорю, Матвей, возможно это сделать, но это люди с очень сильной волей, чтобы отошли. И таких людей 1 на миллиард просто. Миллиард, я не постесняюсь этого слова. И вот они, вот лечение наркомании, бабушка Шептуня пошепчит и снимет у вас там наркотики, и все, что хочешь, там приходите, и все такое, и так далее. Это все херня. Никто не вылечит этого человека, никто вам не поможет, вы просто заплатите деньги и
после этого у вас ничего не произойдет. Даже если вылечат от алкоголизма, вытащат из этого состояния, они говорят, нужна сила воли. Я тебя вытащила, я сняла первые вот эти ломки, эту зависимость, да, это желание. Но нужна сила воли. Я помню один мужик, которому я помогла, он не то что перестал пить, он полностью перестал пить на самом деле. Просто из-за того, что как только он хотел пить, у него начинался понос, у него его крутило, вертело, у него начинались головные боли и так далее. То есть я поставила такую программу, что как только ему хочется пить, ему становится плохо. Так он мне тайком от жены звонил и говорил: я тебя прошу, давай я тебе 3 раза больше дам, сними с меня это проклятое, вот это, пить хочу, хочу гулять, хочу поехать к друзьям. И я сказала: какой же ты дерьмо на самом деле. Тебя спасают, а ты, козел, сними с меня. Я не знаю, сейчас у него это закончился, этот эффект или нет, потому что это временно. Это временно, как кодировка. Это стоит и все, понимаете? Собственно говоря. Я хочу вам сказать, что все эти клиники, лечащие наркоманов, алкоголь, это все фигня. Никого они ничего не лечат, и нет им выгоды их лечить. Если они вас всех будут лечить, на чем они будут работать? Они знают прекрасно, что вы там лечиться не будете. Некоторые клиники частные признаются, что там охранники тайком переносят. Героин им отдают, или там кто пьет, пьющим отдают, да? Вот. Вот же перед страхом смерти. Да. А почему перед страхом смерти человек может бросить пить или колоться, а когда ему говорят просто ради своих детей, ради своих родителей, сделай это, он не делает. Он говорит, что он больной человек, у него не получается. А когда говорит, что ты сдохнешь, если ты не бросишь пить, он тут же оставляет, потому что хочет жить. То есть, когда дело касается шкурного интереса, мы можем бросить. А когда дело касается твоих детей, будущих твоих детей и так далее, да и чихать на них, собственно говоря. Я больной человек, я не могу, и мне это очень нехорошо. Да, эгоисты. Вот так. Теперь все кружатся вокруг него, он же больной, он же бедненький, он же бросил, блин. Надо на него теперь молиться, как на божество, что он смог бросить, он такой великий герой. Никто не думает, что он всего лишь выполнил свой долг, сделал то, что должен был делать просто, и все. Так, что дальше сказать, дорогие друзья? Значит, мы прямо отвлеклись на эту тему, понесло нас. Так вот, когда приходили к этой женщине, которая за книги, спасибо большое, спасибо, Светлана, пусть они вам принесут удачу. Так вот, когда приходили, очень строгая женщина, очень строгий разговор. Она меня научила, как говорить с водой. Она меня научила, как отдавать все это отрицательной земле. И помните, я вам говорила, что вот обнуляется. Вы знаете, дорогие друзья, не узнаешь этого всего ни на сайтах, ни где-либо в другом месте, если не будут у тебя такие учителя, если не будут встречаться тебе такие уникальные люди. И вот эти все вот информация вся связанная с водой, как говорить с водой, которая протекает, да, как говорить с рекой, что бросить. Вы знаете, как можно, бросая в воду сделанного из теста человечка, да, отдать этому человечку все свои болезни и пустить по реке. Вот я это знаю, я такое делал несколько раз. Нужно приносить определенные фрукты, овощи и так далее, и так далее. В общем, много чего такого, что ни в книгах, ни где-либо в другом месте ты не прочитаешь. Потом, человек меня научила понимать язык черных сил, что они от тебя хотят, как с ними говорить, чтобы они тебе не навредили, как сделать так, чтобы они тебе служили. Потом есть такой ритуал на 40 свечей, на 40 духов. Говорить не буду, но как-нибудь раскрою. Я еще не знаю. Мне еще нужно думать, стоит ли об этом говорить или нет. Так вот, это делается, ну, можно сделать, скажем, раз в 3 года, не чаще. И это очень сильно меняет ход твоей судьбы. То же самое, если вы знаете у Мансура, да, вызов 3 ведьмаков,
который полностью меняет судьбу человека, он тоже взят из русского колдовства и переделанный. Так вот, вот это настоящий правильный вызов не 3 ведьмаков, а по-другому. Я вот знаю. И я это применяю время от времени, когда мне просто нужны очень такие колоссальные перемены, чтобы все повернулось в другую сторону. Но я этим всем пользуюсь очень аккуратно. Это не шутки, нельзя это все трогать, как бы сказать. Что я хотела еще вам сказать? То, что она меня раньше времени отправила оттуда, сказала, чтобы я уехала оттуда пораньше, потому что она за меня опасалась, я так думаю. Она боялась, что эти тетради, эти вот всякое-всякое у меня отберут. Или что-то со мной сделают. Я не знаю, что, но она за меня опасалась. Когда я сказала, что я хочу жить с мужем, люблю его, сказала, что это все временно. Она сказала, ты с ним жить не будешь. В это время я действительно безумно любила. Я даже не допускала мысли, что мы когда-нибудь расстанемся. Это не описать словами. Это была вообще неземная любовь. Это было такое, необъяснимое. Это нечто, я без него дышать не могла. А сейчас я его даже не узнаю. Я помню, через несколько лет он, после развода, когда он звонил, я полчаса пыталась понять, кто это вообще. Что за фигня? Кто ты вообще? Где мы встречались? Я не пойму. Ты меня знаешь? Мы с тобой говорили, что ли, по телефону? Я не знаю. Ты чё вообще? Ты кто? Да, и было весьма забавно, конечно, такое. Потому что действительно он мне стал чужим человеком. Ладно, не будем об этом. Ладушки. Что есть, то есть. Я не хочу, я не расстраиваюсь. Да, вот и вся любовь. Поэтому, говорю, любовь, она не вечна. Просто это превращается либо в ненависть, или абсолютно безразличие, либо в уважение, да, больше ничего. Просто я никогда не травила душу своему ребенку, я никогда не настраивала его. Я ни разу в жизни, ни один раз не сказала про его отца плохое при нем. Ни один раз я не помню такое. Или не фыркнула, что вот твой отец. Вообще, мой ребенок абсолютно свободен от таких выражений, которые часто применяют женщины. Мол, твой отец такой, и вот твой отец такой. Амина, не завидую людям, а я завидую людям, которые не познали это чувство, разрушающее внутри человека. Потому что, как говорила Клеопатра, любовь – это плен. Любовь – это плен, из-за которого как бы мы теряем всю свободу, себя и свою волю. Я, мудрая, потому что пришлось многое пройти, наверное, не по годам, рано. Никогда не говорила. И не хочу, это его отец, и зачем травить душу ребенку? Ничего. Нет, можно сдаться в плен, чтобы понять, что это такое, и не раз сдаваться. И кто сказал, что один раз я любила несколько раз в своей жизни. То есть это были разного типа любовь, но это такая же любовь. Любовь не одна и та же, не обязательно одинаковая. Это могут быть совершенно разные люди, но любовь может быть любовью. Собственно говоря, любовь и безумие, страсть – это когда ты едешь в его район для того, чтобы просто посидеть в его районе и почувствовать, что вот этим воздухом он там дышит, что вот эти деревья он видит из окна, вот этот завод перед его домом. Сейчас смешно, но в тот момент какая-то такая одержимость просто, такая одержимость, что вот сходишь с ума, и лишь бы просто готова на все, там руку, ногу, все, что хочешь отдать, только его увидеть на минут 15, посмотреть на него, что он есть, и так далее, и так далее. Да, у всех нас это было, а потом думаешь, скотина, когда же ты сдохнешь уже? Вот, любимой скотине. Так что это знакомо. Любить нужно трезво, дорогие люди, любите трезво. Конечно, если совсем не любить человека, с ним делить постель и прочее, это тоже омерзительно, это тоже не то, это тоже нехорошо. Уважать просто, хотеть, желать, собственно, вот так, скажем так, да. И вот она сказала, моя Наталья Николаевна, что это ненадолго, детка, и ты не будешь с ним жить. Очень много она говорила того, что действительно сбылось. Да и хрен с ним, пусть сейчас сдохнет Малина. Можно подумать, не знаю что.
Я никогда не настраивала своего ребенка. Я никогда не говорила плохо о своей свекрови при своем ребенке. У меня такого не было никогда. Она и не была плохой женщиной, она мне не сделала таких страшных вещей, если уж по-честному, да. Она немножко такая жадноватая, скуповатая, есть в ней это все дело. Ну, где-то она не очень была права в каких-то вопросах. Ну да ладно, она старый человек, ей можно прощать. Потом я ходила, делала ей уколы, массажи, я никогда ее не оставляла, она меня любит. Она потом просила, чтобы мы соединились. Она говорила, на тебя любо-дорого смотреть. В общем, расхваливала по-всякому, не знаю почему. Не знаю. Мой сын для нее настоящий внук. Это мы единственные родные люди. Ее муж уже, который по счету, скажем так, у них нету общих детей, ничего нету. И вот ребенка моего они очень любят, он ходит туда. Одно время, когда мы шли, он был маленький, там бабушки на лавочках этих сидели, хвалили его, какой он хороший, молодец, какой парень, он какие-то палки таскал, приносил домой, что-то там делал. И вот чем больше хвалили, тем больше он хотел им понравиться и так далее. То есть он идет к ней, он остается у нее, он все время у бабушки еще вкуснее, чем у вас дома. Бабушка у меня еще лучше, бабушка еще умнее и так далее. Он у меня наполовину русский, поэтому родина его здесь. У него такой благородная кровь, скажем так. Вот. Называл он ее уважительно Нина Сергеевна. Потом начал называть бабушкой. Сначала называл Нина Сергеевна, как я называла, так и он. Мамой я не называла, врать не буду. Я пару раз пробовала, но не получается у меня вот эта аферистическая мама. Не смогла. Вот я завидую женщинам, которые могут там спокойно назвать мама, папа. Как-то им, вот, знаете, так это, пофигу. Я не смогла. Я считаю, что мать одна. Ну вот я тоже не буду требовать со своей снохи, знаете, вот называй меня мама и все тут. Мне без разницы, пусть она относится ко мне по-человечески, и как она меня назовет, это не страшно. Главное, чтобы она была человеком. А то, знаете, так бывает. Ой, мамулечка, когда ж ты сдохнешь уже? Мама моя дорогая, любимая, как я тебя обожаю, люблю и так далее. Ну вот такой вот притворный мама тоже, знаете ли, тоже не очень. Ну, некоторые готовы жизнь за это отдать. Вот. У меня свекровь очень любила, когда ее мамой назвала пару раз, и она прям летала, аж сияла. Ну вот ей это нравилось, а я не смогла. Не смогла, и все, собственно говоря. Так что, скажем так, в этом отношении я повела себя мудро, потому что я считаю, что делать ребенка орудием, знаете, чтобы пугать, не дам, не увидите, ну это... Я считаю, что это омерзительные бабёнки, которые думают только о себе, о своей выгоде, потому что они буквально плюют в душу своему ребенку вот этими скандалами, этими всеми вот гадостями. Ребенок есть ребенок, это его бабушка, это его отец. Неважно, какие они мне там отношения, да, у нас. Я говорю, у меня нету вражеских отношений, у меня нету таких, знаете, мы с ними не ссорились, не орали. Мы тихомирно развелись и поняли, что я ничего уже к нему не чувствую. Он пытался как-то, дай мне шанс. Я думаю, знаешь, шанс вообще вот так не приносит, и на тебе шанс, вот, бери. Шанс надо заслуживать как-то, нужно стараться, нужно сделать так, чтобы эта женщина смогла тебя простить, твои слабости и прочее, прочее. Но ладно уж, он понял, что шанса не получается, ушел. Но его наказали за меня, очень сильно наказали. Он 2 раза был женат, 2 раза у него рождалась двойня, 2 раза эти дети умирали, собственно говоря. Он наказан за одно нехорошее дело, потом это не важно. Но наказан он очень сильно. Так что он тоже пострадал за меня. Да, конкретно. Теперь, что касаемо моего отъезда. Я уехала с этими тетрадями. Уехала, и долгое время я ими не пользовалась. Гранит, гранит возле меня, и это, знаете ли, пластмасса.
Да, да, да. Может такое быть, Елена, что чужой человек может очень близким человеком стать. Уехала я с этой тетрадью, уехала я с этими знаниями, которые, честно говоря, вот применяла только для себя. Потом я поняла, что надо и для других это применять, и они должны действовать. Эти ритуалы, эти энергии, эти силы, они должны подпитываться постоянно. Вот именно поэтому передаются ритуалы. Да? По сути, силам какая разница, как ты будешь заговаривать? Нет, эти ритуалы, они для них подпитка. Они забирают эту силу, передают через эти ритуалы эту силу этим сущностям, и эти сущности ими питаются постоянно. Я уже объясняла, об этом говорила. Рассказывала она мне очень много интересного вообще, как распознать, даже вплоть до того, как в лесу не заблудиться, потом, как в лесу, если заблудилась, что можно есть, чего нельзя есть. Кто-нибудь знает, можете сказать? Что можно в лесу кушать, чего нельзя кушать, чтобы не отравиться? Никто не знает, как. Меня привезли в Москву. Да уж. Кто же мог меня привезти в Москву? Мне интересно знать. Бедную несчастную устроил здесь. Я скажу, что можно в лесу кушать, чего нельзя. Можно кушать только те ягоды, которые уже понадкушенные птицами, зверями. Они не ядовитые. Если их едят животные, если уже видишь, что кто-то их откусил, съел, то есть или ест, их можно есть, они не ядовитые. Порой мы можем такие безобидные, на первый взгляд, фрукты, овощи и прочее перепутать с ядовитыми. Можно пить только с того источника, рядом с которым трава зеленая. Если трава желтая, этот источник отравленный, поэтому трава не растет или высыхает вокруг этого источника, поэтому их нельзя сыроежки еще знать, а эти да, есть. Есть еще эти, как их называют еще, лисички, грибы и прочее, которые тоже могут быть ядовиты. Вообще грибы желательно в лесу не есть, конечно. Потом, если вы в лесу заблудились, вы должны что-то пообещать хозяину леса. Например, там, выведи меня отсюда, а я там не знаю, что я сделаю. Например, раздам 7 семьям там по $100, да, или что, выведи меня отсюда. Ты говоришь громко, стучишься, берешь палку, стучишься об дерево и кричишь: если ты меня слышишь, хозяин леса, лесной хозяин, лесной дух, выведи меня отсюда. Если ты меня отсюда выведешь, как она говорила, ежели выведешь меня отсюда, то я выполню то-то и это. И ты должна говорить. Вот отсюда идет в русских сказках вот это, мол, отпусти меня, Кощеюшка, домой, и я тебе сделаю все, что ты хочешь. А он сказал: подаришь мне то, что ты увидишь у себя дома, и то, чего ты не видел до сих пор. Помните, он приходит, а там дочь родилась, да, нужно подарить. Вот что-то в этом роде. Постарайтесь такие вещи не обещать, конечно, но вывести вас выведет. Потом, как говорить с ветром, как ветру отдать болезни, в какую погоду можно с ветром говорить, в какую погоду нельзя. Имя моей бабушки, да, имя моей бабушки я вскрикнула, она мне помогла. Это, Валентина, это даже не половина моей жизни, что я рассказывала, это мало, несколько, я даже не знаю, что сказать. Несколько процентов из того ада, что в моей жизни приходилось проходить. Так вот, следующий момент. Когда вы заходите в лес, возьмите платок, завяжите в узелок и говоришь: узелок при мне, обратную дорогу по узелку найду, пока узелок связан, я не потеряюсь. Свяжите узелок что-нибудь, если вы заходите в такой лес, знаете, такой уже темный, такой дремучий лес, когда там тени деревьев закрывают просто дорогу, ничего не видно, обязательно свяжите. Этот платок вам поможет вернуться обратно. Вы как бы связываете, вы закрываете дороги для того, чтобы не пропасть, собственно говоря.
Далее. Сейчас скажу, что еще вам хотела сказать. Да, оберег. Оберег для сельских домов, чтобы дом никогда не грабили, никто не полез, лишний человек и прочее, прочее. Прям возле калитки нужно было взять красную нить, зеленую нить, черную нить, заговорить. Я потом объясню людям, которым это надо, перемешать эти три нити, в общем, между собой, смешать, связать и похоронить там с особыми словами. Красная нить свяжет тем ноги, кто пришел за кровью, кровь мою невинную пустить. Черная нить свяжет ноги тем, кто с черными мыслями сюда приходит. Зеленая нить свяжет ноги тем, кто приходит мне урон причинить и так далее. Ну, есть определенные слова и вызовы некоторых духов. После этого, если вот это вот у вас возле порога под землей лежит, никто к вам не зайдет. Часто колдуны для того, чтобы навести порчу, искали прям возле порогов, там пытались почувствовать, когда хозяев не было дома, чтобы вытащить эту защиту, после этого навести определенную порчу. Потом она мне говорила: избегай всегда ломать работу, ломать работу товарок, ломать работу знахарей, да всяких там сельских врачей и так далее. Не ломай их работу. То есть, если приходит человек, и ты видишь, что там сделана сильная работа, не трогай. То есть, не дополняй. Если они сказали, что то есть, не работает, скажи: переждите. Если они сказали, что нужно это все заново делать, не берись делать и так далее. Если навели порчу на человека, и ты чувствуешь, что этот человек был достоин этого, да, не берись эту порчу снимать и так далее. То есть не ломай работу у своих товарок. И потом я, когда пришел такой момент, я поняла, почему, да. Я вам скажу, Маргарита, посвящение как таковое, чтобы сказать, что мне там что-то надевали, что-то начитывали, что-то там ходили, вот именно в том понятии, в котором везде пишут, в таком понятии не было. Я с ней попрощалась, когда она мне сказала, что я должна уехать домой, прям настаивала. И я не хотела, но обстоятельства так сложились, что мне действительно пришлось уехать. И пришлось уехать из-за проступка мужа, неправильного поведения. Я действительно должна была оттуда уехать. Я помню, последний вечер мы с ней провели. Она мне заговорила на воду, дала, потом кинула мне на плечи свою рубашку. И эту рубашку отдала со мной. Я не знаю, что она там шептала. Честно говоря, такое состояние было полудрема. Мне потом некоторые говорят, перемешала что-то в чай. Ничего она не перемешивала. Я видела, что она ничего не перемешивала, и не было такой нужды. Я пыталась ее обнять, она сказала: не надо. Больше она меня не касалась, она не пустила себя коснуться. И сказала: ну, с Богом. Все, и закрыла дверь за мной. Я вот так ушла. Я так чувствую, что, передавая что-то мне, она просто не сохранилась. Она просто не хотела, видимо, как вам сказать, снова коснуться меня, чтобы это обратно не забрать. Что-то в этом роде. Когда я уехала, я узнала через недели-две, что она ослепла полностью. И в течение месяца она умерла, она ушла. Мне было, конечно, очень неприятная новость, потому что я к этой женщине привыкла. Она мне снится, ко мне приходит. Она по крови мне не родная, поэтому она приходит, она очень строго приходит, иногда дает какие-то советы. Ну, знаешь, Валентина, она знала, что она умрет. Я думаю, что она знала, что она умрет. Да, освободилась, точно. Она знала, что умрет, но самое странное для меня в этот момент, я еще была молода и не понимала, почему так происходит. Мне было где-то 25 с чем-то лет, и она меня не обняла просто. Когда эту рубашку кинула мне на плечи, что-то начитала, вот так вот прижала руками за плечи и отошла. И после, когда мы с ней посидели немножко, она сказала: все, тебе пора. Я встала, ушла. Она хотела обнять ее возле порога, она не пустила. Она сказала: все, с Богом. Вот так руку подняла, и мы закрыли дверь.
Вы не поняли, как она про меня узнала? Вот вы перемотайте потом начало эфира, посмотрите, как она обо мне узнала. Я об этом рассказывала много раз. И здесь тоже рассказала, как она сама меня позвала через свою внучку. Следующий момент. Это уже было через 2 года с чем-то. Я работала архитектором, то есть археологом, с археологами. Ну, археологом я, собственно, в том числе и я археолог. Мы поехали на раскопки возле, Псковская область, ну, Старый Изборгск. Там я еще участвовала, у меня ребята были, мы там кружком поучаствовали, я там написала сценарий одной пьесы. Там мои фотографии есть, где человек, собственно говоря, играет актер в моей пьесе. У меня вот, по-моему, дары от Инги Хусроевой, там должен быть мой личный архив. Я там показываю вот эти все исторические фотографии и прочее, прочее. Вот там мы вели раскопки. Потом мы нашли княжеские украшения. Я попросила одного армянина, ювелира Саркис. Он мне сделал из серебра. Они у меня есть, княжеское. Кстати, надо достать. Вот вспомнила. У меня есть из серебра огромный такой красивый. Блин, найду ли я? Потерпите пару секунд. Я сейчас там, если оно там, я сейчас вытащу. Сейчас, извиняюсь, я быстро. Тихо, Пусёнок. Тихо. Посмотри ты на него, а? Как он себя ведет. Сволота маленькая. Где ж я его засуну? Найду ли я? Интересно знать. Угу. Нет. Нет, я боюсь, что это надо искать. Это сейчас я не найду. Там 2 орла. Там даже есть у меня... Тихо, Пусёк. Там у меня есть фотографии даже... Ну да, я тоже так думаю. Там у меня есть фотографии. Выкиньте эту дуру с этой подушкой. По-моему, у нее с головой непорядок. Есть фотографии с этими орлами. Ну да ладно. Дело не в этом. Я после Пскова поехала по делам в Тверскую область, город Удомель. Или Удомля. Нет, Удомель. По-моему, да, правильно звучит. Вот так. Удомель. Или Блин, ну как же он там? Удомля или Удомель? Удомель, да, по-моему. Да, Удомель, точно. Так вот, в Удомель, и вот район Удомельский, там на окраине этого городка находится старое поселение. Еще времена Ивана Грозного там прятались купцы и прочее, прочее. Кстати, символ Пскова, если вы знаете, да, кто-нибудь, символ Пскова – это каменный голубь. Он стоит прямо на Софийском соборе. Это символ города Псков. Говорят, что когда голубь посмотрела, увидела злодеяние царя, который топил в реке Великая купцов и бояр, и река окрасилась прям в красный цвет, и голубь от ужаса окаменела от этого вот
от этого преступления человеческого, от этой жестокости человеческой. И с того времени каменный голубь находится там. Хочу вам сказать, что когда я находилась в Пскове, я когда-то писала о жене Ярослава Мудрого, которой в девичестве звали Индигерда. Потом она приняла имя Ирина, когда перекрестилась и стала великой княгиней Руси. А после того, как супруг умер, она ушла в монашество под именем Анна. То есть у нее 3 имени. И вот эта женщина во сне мне снится и говорит: ты обо мне писала? Я говорю, да. У меня один из курсовых был про нее. И она говорит: так я здесь, приходи. Я тебя жду. И я ничего не поняла от этого сна. Просыпаюсь, и говорят мне подруга: ты знаешь, привезли мощи великой княгини Ирины, жены Ярослава Мудрого, будут проносить по городу. У меня сказать, что волосы стали дыбом, это ничего не сказать. Я обалдела. Мы узнали, когда это происходит. Я не поклонник крестных ходов. Вы знаете, что не фанатик всего этого. Но когда я во сне увидела ту, про которую я писала когда-то, и она мне говорит: так я здесь, приходи. И я поняла, что она меня позвала. Но я не могла на это не откликнуться, скажем так. И ее... Конечно, есть и по ту сторону наставники. Я сейчас пока расскажу о наставниках. Наверное, расскажу, хорошо. О них в том числе. Так вот, и когда мы вышли на улицу, увидели, что проходит крестный ход, и прям возле меня пронесли на машине, везли ее, и за ней шли люди. Я не шла туда ей поклоняться, или ставить свечки, или, не знаю, бить поклоны. Как вам сказать, я просто пришла выразить почтение той женщине, которая когда-то была княгиней Руси. Да, редкие судьбы. Я согласна с тобой, Ян, но иногда так не хочется вспоминать это все. Но, может, когда-нибудь действительно сделаю, не знаю. Вот. Вот это происшествие было в Пскове. Далее Удомельский район, Тверская область. Тверь вообще славится огромными лесами. Я очень люблю город Тверь. Ну, не больше, чем Псков, но я люблю Тверь. Тверь – это такой городок непонятный такой, знаете, как российский Чикаго. Еще так напоминает такого же типа город Чикаго, такой же приблотненный. Это у нас Ростов. В Ростове за хлебом даже идут в галстуке и с бабочкой, чтобы вы знали. В Ростове, если ты у кого-то что-то спросишь, это считай просто, они 2 часа будут тебе объяснять. Вот так идешь, вот туда повернула, вот туда пошла и так далее. Потому что, спасибо, Валентина, я подумаю об этом. Мне легче продиктовать про свою жизнь, чтобы кто-то другой написал, чем самой это вспоминать. Так вот, Тверь, да. Тверь. Потому что в Ростове живут казаки, собственно говоря. Этим все сказано. Если казаки тебя поймали, все трындец. У меня подруга там вышла замуж за сына казацкого атамана, Грытяна Таврического. Так вот, у их отца был огромный, значит, и как там его, атлас, карта мира, и карта мира делилась на 3 части. Туреччина был написано, я не знаю, каких средних веков эту карту он достал. Туреччина, ляхи, русы. Всё, больше никого не существует в этом мире. И, значит, этот мужик посреди ночи мог
проснуться и крикнуть там «Готовься!» И все должны были бежать бегом. Значит, все бежали и строились. И я, когда спросила, для чего вообще это все происходит, 2 часа ночи, 3 часа ночи, он объяснил, что в любой момент могут напасть враги, и долг казачества, значит, от мала до велика быть готовым к этому, как там, к обороне Руси. Ну, мне тоже осточертело порядком. Я там осталась несколько дней и уехала, потому что мне сил не было смотреть, как она беременная в 2 часа ночи бежит строиться, потому что свекор орёт там, выпил там, накатил, глазки свои залил зеньки и кричит 2 часа ночи: «Готовь оборону!» Веселая семья. Ну, он же ж атаман, понимаешь ли? Атаман должен быть всегда готов ко всему. Но самое интересное, что все там держится на женщинах. Бабы, значит, пашут целыми сутками, бабы доют коров, бабы готовят кушать, бабы убираются, бабы чистят, моют, там приводят порядок дом, даже эти доски прилепляют ко всему. А у мужиков занятия намного тяжелее. Мужики, сидя в бирже у них там в центре села, обсуждать мировые дела. У них настолько тяжкая судьба, что работа женщин – это по сравнению с такой, знаете, с таким мучением за всю планету, собственно говоря, пустяки. Так, следующий момент. И вот дело в том, что у меня по непонятным причинам постоянные какие-то были болезни, руки болели, в общем, вот суставы. И мне посоветовали поехать к одному знахарю, который хорошо знает травы и так далее, и так далее. А вы прекрасно знаете, что мы сами себя лечить не всегда можем. Я поехала и познакомилась с этим человеком. Макар или Макарий. Человек был достаточно взрослый, наверное, под 70 лет. Румяный, огромного роста, большие ручища, очень строгого нрава. Валентина, это все пройдет, даже не думай об этом. Это все в прошлом. Такого, скажем, медвежьих повадков знахарь. Я помню, когда у нас мадам Полынь показала знахаря, такого полудохлого дедульку, который 50 раз повторил: «И эта сила-то у тебя, о, какая сила-то! Сила-то ж у тебя сила!» Наверное, ему сказали: «Дед, как можно чаще говори, что сила-то у тебя есть, и силенка есть, и ты такая сильная. А это ж, который делает порчи, все ж на них вернется. Это ж у тебя же ж такая сила!» Я хочу вам сказать, что знахари далеко не такие добренькие дедушки, как их пытаются представить. Знахари очень строгие, очень волевые люди, где-то они очень жестокие люди, и они очень, как вам сказать, ревностно относятся к другим. И они очень не любят признавать чужую силу, я вам тоже скажу. У них есть такое понятие, как бы вам объяснить, ну что, сильных очень мало, и они в этом правы. И поэтому, чтобы знахарь сказал: «Сила-то у тебя такая, гу-гу-гу, у тебя-то сила-то, а это-то, ты-то сила, вон какая у тебя сила» и прочее. Это все чушь собачья. Он никогда в жизни себе это не позволял. Наоборот, он был очень строг и мог еще 10 раз спросить: «Кто ты такая вообще, и какая сила, чем владеешь, где, кто тебя учил, обучал» и прочее, прочее. Сейчас я поменяю свечу, потому что она тухнет. Я извиняюсь. И быстренько продолжу с вами разговор. Сейчас. Так. Да, у нас тут веселенькое дело получилось со свечами. Заодно и на зарядку поставлю, чтобы хватило. Так, I am sorry. Угу. Отлично. Сейчас подойду.
Сейчас, секунду. Вы знаете, честно говоря, вот я говорю сейчас, и дом наполнился вот просто запахом вот таких прелых цветов, которые обычно бывает, когда душа приходит покойная. И вот этот вот запах венков, да, вот этот запах венков просто чувствуется очень сильно сейчас. Ну, видимо, я их вспоминаю, а они меня. Если вдруг отключится прямой эфир, я надеюсь, что хватит у меня зарядки. Должно, по идее, да? Но если вдруг отключится, прошу не обижаться. Итак, дед Макар на самом деле меня знахарству не учил, но он научил определенным травам. Он сказал, что мне это не нужно, и он был прав. Я не знахарь. Он мне дал несколько оберегов. Один оберег я подарила девушке, которая этого не стоила. Ну, как всегда. За это была наказана. Он во сне пришел ко мне и очень сильно обозлился. Я очень долго просила у него прощения, пока я не почувствовала, что он меня простил и понял. Следующее. Сейчас, секунду. Извиняюсь. Я просто проверю. Зарядку. Мне придется. Угу. Все, идет эта зарядка. Отлично. Он научил меня языку, вообще пониманию зверей, птиц, как нужно их к себе призывать. Вы знали, что вообще есть тайный язык темных сил? Об этом знаете? Это практически шипение змеи. Если помните, у меня был ритуал языком змеи. Иди сюда, Пуся! Как они надоели, до такой степени уже ходят постоянно, как они раздражают уже меня. Пш! Молчи! И вот это такой, как вам сказать, определенный стиль языка, шипение, свистение, которым призываешь ты эту силу. В чем заслуга деда Макара состоит? В том, что он меня научил быть строгим, спокойным, холодным, лечил людей. Я присутствовала только 2 раза, дальше он меня не пускал, потому что мне не нужно было это. Он не передал никому, он сказал: в моем роду потом родится тот, кто продолжит. Он никому не передал, он был человек строгий, он был в ссоре со своими, я скажу честно. У него был еще один брат. Брат был, между прочим, очень образованный человек, учитель, но они не общались. По какой причине, я не спрашивала, не имела права. Он меня научил, каким образом находить на теле человека больные точки, массировать эти больные точки. Он говорил, что если болит у человека печень, то на руках надо искать между пальцами больные точки. Вот нажимать на все точки. И самые болючие, которые выйдет, самые болючие, начинаешь это массировать. Ну, естественно, печень, которая уже разлагается, это ему не поможет и не спасет. Но если, то есть между пальцами вот эти болючие точки постоянно начинают ныть, это означает, что у тебя с печенью непорядок. Там определенные травы есть, букет трав. У меня записан, это рецепт, это... Но я почему говорю? Я единственное запомнила характер этого человека. Я запомнила его обучение меня в том, что
металлы, какие металлы как перенимают, что нужно делать с этими металлами, почему чернеет серебро, золото, которое как бы общепринято, что вот сердцем плохо и так далее. Серебро чернеет, когда к тебе очень много зависти, ненависти, и когда твоей жизни грозит опасность. Ни с того ни с сего начинает чернеть серебро. Золото лучше не носить, то есть не надевать после заката. Если до заката солнца оно уже на тебе, тогда можно носить. Как только солнце село, золото не надевай. Золото, надетое после заката, приносит зло. Это, видимо, он имеет право и ограбление, и всякое такое в том числе. На всех углах дома должны лежать пятаки. Это отпугивает. Кто сказал, что практики только серебро могут носить? Практики могут носить все что угодно. Просто серебро, он очищает их энергию. Серебро, он помогает им больше очищать энергию, и в том числе любое золото. Если вы надели золото утром, днем, можете носить хоть сутками, не снимая. Но лучше после заката золото на себя не надевать. То есть оно может принести злую энергетику. Долго в окно не смотрите. Вот это я у нее тоже узнала. Ночью не смотри долго в окно. Ты смотришь в глаза мертвым. Потому что мертвые всегда прилипают, приходят по ночам и смотрят через окно на нас. И если мы долго смотрим им в глаза, они у нас высасывают всю нашу энергию. Да, может быть, и из-за раковых клеток, что они любят золото, собственно говоря. Потом нельзя хлеб давать в доме первому больному человеку, потом остальным. Мы говорим, сначала больного надо покормить, да, потом всем остальным. Хлеб – это энергия жизни семьи. Если первым делом хлеб кушает больной человек, то энергия жизни семьи будет больной, будет такой полунасыщенной, знаете, вечно в нужде, вечно в каких-то проблемах. Первым должен есть здоровый человек, а потом уже все остальные. Ну или хотя бы ребенку дать кусок хлеба, после того уже больному человеку идти там его кормить. Потом, сейчас скажу еще. Ну, всякие приметы. Расчесывать волосы после заката постоянно. Если женщина 40 дней подряд после замужества будет постоянно после заката расчесывать волосы, ее муж рано помрет. Обсидиан? Ну, обсидиан, да. Обсидиан – это защитный камень. Если он лопнет, значит, он собрал на себя всю силу. Если ты рожден зимой, носи, он говорил, что нет, обсидиан, смотря в каком качестве. Если в качестве оберега, то можно, Яна. Потому что обсидиан в Армении сшивали в рубашку детям. Это называлось оно по-другому. Как там его? Ой, ноготь сатаны. Носили как оберег. Да, ночью смотреть прям в окно постоянно нельзя. Так вот, женщина после замужества, если каждый день будет расчесывать волосы после заката, то муж ее проживет недолго. Да. И теперь не поздно, Евгений. Теперь тоже не поздно. Значит, так, вызывать через, значит, где-то далеко весельник в петле, черти его качают. В детстве боялся такого ветра, спать не могу. Есть такое, да, и такое поверье тоже есть. По ночам нельзя говорить о покойных, нельзя их вспоминать, нельзя о них постоянно говорить и так далее. Вот я сейчас говорю, и у меня гусиная кожа прям покрылась. Потому что это не та тема, которую нужно обсуждать по ночам. Если ветер плачет на крыше и прочее, значит, быть скоро покойнику в доме. Если утром вы увидели перед вашим домом, значит, как там, сейчас я вам скажу, если увидели перед вашим домом иней, это значит, кто-то вылил воду из покойного ночью.
потому что вода из спокойного не всасывается в землю, земля его не принимает, и поэтому она мерзнет и оставляется инеем. Так что знайте об этом. Кто зимой родился, может носить синие камни. Синие, зеленые, желтые камни подходят любому человеку, который зимний. Осеннему человеку подходит красные, подходит золото, подходят маленькие камни, там несколько маленьких камней. Человеку весеннему подходят белые камни в основном. Это уже, знаете, предпочтение, то, что вы хотите, можете носить, но основное, что можно делать. Вот. Летний период лучше носить без камней, без ничего. Просто цепочки. Обычно эти люди любят цепи, в основном цепочки, как бы цепеподобные. Они зачаты зимой, поэтому у них с фантазией относительно ношения всяких разных как бы камней немножко так туговато. Но это творческие люди, да, они другие, но основное количество, это касается как бы 80%, да, этих людей. Потом, когда строишь дом, прежде чем построить дом, посмотри на этой территории, оставь ночью вино. Если утром вино превращается в уксус, значит, на этом месте было кладбище. Лучше там не строй. Что еще вам сказать интересного? Нельзя еду бросать животным через окно. У тебя все уйдет. Через окно вообще ничего нельзя бросать. Нельзя отдавать нищим хлеб из своего дома, обнищаешь вскоре. Нельзя. Некоторые, зная специально, что ты как бы, ну, не знаешь этого всего, приходят, там кусок хлеба просит после заката или вообще днем, там хлеба нету, не успели купить. Они это делают специально. На хлеб заговаривают, съедают и забирают вместе с хлебом все твои, в общем, весь твой достаток из дома забирают. Вот. Такая хитрость существует. Потом, даже не из-за мусора, а вот именно то, что меньше, да, мы знаем меньше. Так, далее. Дед Макарий, он умер не очень давно, но его уже нет в живых. Этот человек никому ничего не передал, он жил замкнутой жизнью. У него была одна жена, и то умерла в молодости. Он ее очень любил, потому что окружил ее этими старинными фотографиями. Она была из княжеской семьи и, честно говоря, не очень русского типа. У нее прям чернобровая такая вся была. Но он говорил, что казачка. Может быть, еще что-то. Далее. Следующий момент. Псков. Я уже в Пскове жила. Я работала в Пскове. Вели раскопки, опять же, старый Изборгск, ну, уже немножко другое место, так, сзади цитадель нашли, обнаружили. И в это время моя знакомая Катя говорит, что у нас есть магазин, открылся. Давай поедем посмотрим, ты любишь всякие свечи, благовония и прочее, прочее. Ну, на самом деле, она меня таскала по другому поводу, она таскала меня туда, потому что она знала, что потом я могу ритуалить, не удержусь, да, и ей нужно было на женихов и всякое-всякое. Мы поехали туда, сидели, рассматривали эти свечи, эту красоту, и выходит женщина такая одетая, с акцентом, говорит, что госпожа, значит, Мария, да, ее звали Мария, кажется, Мария точно. Госпожа Мария, Мария ее звали. И представляете, это же у меня с памятью, да, Мария. Зовет женщину с разными глазами. Опять вот то же самое примета. Я говорю, это я. Я пошла к ней. Она, вы знаете, очень вот именно африканский тип женщины. Она сидит. Вся в сверканиях, вся в бриллиантах, вся одета, очень богато одета. Поговорила со мной, потом сказала, покажи мне лоб. Я открываю, она пальцами прям проводит, вот так вот пальцем вот так взяла, вот так и так. И я не поняла, в чем дело.
И переводчица говорит, у тебя знак богини 3. 3 этих родинки, родимые пятна. Это знак богини. Это знак ведьм. На самом деле у всех ведьм это есть. Но если у кого-то есть просто так, и это не ведьма, может быть такое, может быть это совпадение, хотя эти люди тоже отмечены судьбой. Меченые, знаете, это слово меченые. Значит, да, на лбу, вот показываю на статуе, вот на этой части, значит, на этой части, на щеке, вот и здесь. И вот так образует треугольник. Эта женщина меня научила тому, как можно куклы венчать. Кстати, у меня есть венчание кукол, но я сделала немножко по-другому, по-своему. Но как венчать по вуду? Как сделать рассорку? Знаете, берешь 2 куклы, женский и мужской пол, любовницу привязываешь задницей к мужчине, а жену привязываешь лицом к мужчине. И говоришь, заговариваешь определенные вещи. Каждый день любовнице сыпешь этой кукле туда, губам мажешь перец, а мужчину-женщину угощаешь медом. В общем, мажешь мед. Сниму. Значит, это говорит о том, что муж и жена будут очень сладко вместе общаться, любить друг друга. Там, значит, у них прям сладкая будет жизнь, сладкое общение, а с любовницей будет ругань, потому что у нее постоянно ты мажешь на губы перец. Это нужно делать 2 недели. Потом любовницу отвязываешь, кидаешь в огонь, акатава, абурава, акатава, амантикава, абурава, акатава, кава, савы, аше, и вот сжигаешь его, эту куклу. Куклу сожгла, все, ее влияние на этого мужчину пропало. Я хочу вам сказать, действует очень даже. Пусек. Просто любовная магия, она у меня не вызывает такой великий интерес. Сволочь, оторвала этой бедной Мишке вот все, что возможно. А это не смог оторвать. Вон, видали? Сейчас покажу. Пытался, но не смог. Сволочь. Аше, да будет так, означает. Аше, это означает, да будет так. И здесь, собственно говоря, вот когда ты это делаешь, тут слова не нужны. Тут вся прелесть в том, что ты просто говоришь, и как бы ты создаешь такой мини-театр их жизни. И все это происходит. Да, не поддаются, хорошо пришили. Все происходит наяву. Потом есть другой момент. Берется кукла, именно кукла. Вот она работала куклами, она не любила всякие. Берется кукла, шитая кукла. Ее можно самой как бы сделать, но можно заказать. Самое главное, что потом ты даешь имя. На 2 сторонах, на спине, на груди пишешь имя женщины. Там, где находятся гениталии, точно так же нужно мазать этим, скажите, ничего никуда не пропало. Эфир есть, потом загрузится, вы пересмотрите. Перец. Но перец нужно растворять с уксусом. Да, перец растворяется с уксусом и мажется туда. У женщины начинаются всякие проблемы. У женщины начинается воспаление. Женщина не спит со своим мужем. Ей не до этого. Она лечится, мужчина начинает ей изменять. Это разбивание семьи. Или, если это любовница, в принципе, то же самое. Так делается. Да, фу, но это ритуалы очень сильные и очень действенные. Он сразу бьет. Вызов у женщины выкидыша. Нужно взять яйцо,
фотографию женщины. Яйцо, ну, желательно, чтобы фотография была на весь рост. Яйцо ложится прямо на живот. Крутится это яйцо, крутится там несколько дней. Это яйцо должно лежать ну, в таком помещении теплом, чтобы оно протухло. Потом опять крутится. Когда некоторые идиоты просто показывают ритуал вызов ребенка яйцом, подумав, что логически, размыслив, ну, как бы, что, ну, вроде бы яйцо, там оттуда цыпленок вылупляется, и вот сделать такой ритуал яйцом, но это настолько дебилизм. Они вызывают рак всех женских органов, которые существуют этим яйцом, потому что яйцо протухает. Сына от матери как отвернуть, сейчас скажу. Так вот, крутится это яйцо, несколько дней оставляется на солнцепёке, если это лето, пока оно не протухнет. В конце, когда она протухла, нужно связать с черной нитью это яйцо к фотографии человека, обмотать. Ну, я слова говорить не буду. Потом в черную ткань завернуть, отвести, закопать. И когда закапывать, делать так, чтобы это яйцо внутри лопнуло. И если оно лопнет внутри и как бы впитает всю эту фотографию вместе с животом женщины, в скором времени у нее будет выкидыш. Это 1000000%. Потом, как отвернуть сына и мать, сейчас скажу. Поскольку сын вышел из чрева матери, берется большая кукла и малая кукла. Нарекается словами матери и сына, пишется их имена с двух сторон. Эту большую куклу, то есть малую куклу, нужно привязать так, чтобы эта кукла находилась ниже груди большой куклы, отвернуть, попой привязать большой кукле. Привязывается попой и закрывается глаза, вот заматывается глаза, чем-то закрывается сына. Чем-то нужно тыкать ему в уши, вот, и протыкается шилом или, скажите мне, или цыганской иглой голову. Это говорит о том, что то, что скажет мать, он не будет ни слышать, ни видеть, ни воспринимать. Со временем они очень сильно поссорятся, и сын полностью будет отвернут. Но слова я вам не могу здесь сказать, какими словами. Эта женщина меня этому всему научила. Она этому всему научила, ну, где-то в течение полугода мы с ней общались. Она мне это все оставила. Нужен откуп, нужен, много чего нужен, но здесь я этого говорить не буду. И ритуал с черной курицей, которая забирает все смертельные болезни, я давала некоторым людям, я и сказала об этом в том числе. Это тоже научено этой женщиной, только вот заговор мой, я сама как бы создала этот заговор. Там по-другому немножко, там немножко зловеще. Но я создала свой вариант, и он срабатывает не хуже, собственно говоря. Но научила меня эта женщина. Можно взять кровь животного, любого животного, там, лучше крупнорогатного животного. Да, очень повезло. Нужно взять перец, нужно взять уксус. На уксус заговариваешь все свои болезни внутренние, на перец заговариваешь все свои душевные травмы, все свои вот эти, ну, перец, да, горькое, что тебе там больное пришлось пережить, все свои травмы и так далее. Перец перемешиваешь с уксусом, это все выливаешь в кровь. Кровь, которая, ну, животная кровь. Перемешиваешь, закрываешь, оставляешь на 3-4 часа. Потом где-нибудь нужно зажечь огонь. Если нету, то если есть у вас дома такое чугунное какое-нибудь приспособление, внутри зажигаешь огонь и начинаешь лить эту кровь с этим уксусом и перцем. Очень сильно выздоравливает, вытаскивает просто всю болезнь с человека. Настолько вытаскивает, что, ну, скажем так, за короткое время может вылечить очень страшные болезни. Если к вам приходит, вот этот рецепт я вам тоже дам, как-нибудь напомните, я вам скажу, с какими словами, как, может быть, даже покажу это все дело, это ритуалы именно вот этой женщины. Интересные обряды, они очень сильные.
Привет, привет. Ничего, опоздал, не страшно. На соперника с веткой алоэ нет, боюсь, такое нету. Потому что в Африке, видимо, алоэ нету, с кактусом делается, но по-другому делается. Кактус и так далее. Берется фотография ее, привязывается к кактусу. И кактус начинает расти, и шипы начинают заходить в эту фотографию. Это мучительно. Человек может болеть. Ну, естественно, идешь, поливаешь, что-то говоришь, поливаешь и так далее, и так далее. Ну, Лидия, знаете что? Те, которые не поняли, не осознали, что могут рядом со мной очень многое понять, которые променяли какую-то временную есть, но он по-другому делается просто, Валентина. Я потом скажу. Если люди думают, что подруг рассорку, а зачем им рассорить подруг? Имеете ли право на такие ритуалы? Вот в чем вопрос. Если человек не оценил меня, мой труд и то, что я могла дать этому человеку, научить, объяснить и прочее, если человек это не оценил и променял на временную какую-то дешевую лизоблюдство со стороны о том, что какая-то замечательная, какая-то там прекрасная и как много знаешь, и Инга перед тобой ноль. Если человек побежал за такой, знаете, скажем, как бы сказать, сомнительной и дешевой славой, то туда этому человеку и дорога. Я абсолютно не расстроена. У меня просто смех вызвал. У меня вызвал... хорошо, скиньте. У меня вызвал смех и больше ничего. Ну, Амина, вы знаете, что не каждый человек может это делать на самом деле? Не каждому человеку это можно. Да, это он потерял и потерял рано. На самом деле это, это смешно. Я не переживаю, не схожу с ума. У меня это вызвало истерический смех, особенно после того, как я ролики сняла просто и показала, что ни оккультизм, ни одно, ни второе абсолютно к магии не имеет никакого отношения. И вообще обучать людей не таким-то образом, да. Вон одна тоже взялась обучить, и уже вот пошли по всему интернету информация о том, что она через скайп обучает. Первый день могу, второй день не могу, третий день могу, четвертый не могу. За 6 тысяч там месяцами приходят, ее ждут возле скайпа и так далее. 6 тысяч у меня прием, а у них обучение. Конечно, им будет очень неприятно. А чему они там обучают? Таро вот так. Лежат карты Таро, они так означают, вот так лежат карты Таро, они то означают. Это и по книге можно прекрасно взять и обучить, собственно говоря. Зачем этому всему обучать? Это смешно. Да, пропавшего парня. А мне кажется, никакого пропавшего парня там и нету. Они просто с интернета скачали фотографии, начали выкаблучиваться, мол, вот у нас такой заказ, мы ищем людей, мы там всех находим. Да, кстати, насчет того, что Алисиня заявила, что она сколько лет искала пропавших. Знаете, что смешно? Смешно то, что я рассказывала давно, что несколько лет назад ко мне обращались из определенных органов, и я искала пропавших людей и находила. И вот тут же этот мой рассказ, значит, они тут же взяли себе на заметку и тоже сказали, что они искали Я вообще не знаю, если у них своя вообще есть жизнь, или все, что у них происходит, это все моя жизнь, перевернута вверх тормашками. Я не могу понять. Ну ладно, пускай дальше. Дальше трындят. У меня уже пропащих. Да нет, я не переживаю абсолютно. Где тут переживания? Тут нет никаких переживаний. Тут просто досада из-за того, что люди настолько дешево себя показывают за все добро, что ты им делаешь. Дешево, вообще дешево и опущено. Да не нужно и платно учиться. За хорошее не платят. Да, шарики свои ищут где-нибудь. На самом деле. Да плевать мне, на самом деле, кто она вообще? Она возникла там недели 2, мы ее знаем, и до свидания.
Дело не в этом. Дело в том, что люди настолько тупы. Она даже не видит, что над ней глумятся. Вот какого хрена вообще ты говоришь о кресте черном и поставила сверху пару, там, статуэтку пары? Потому что у тебя нету ни атрибутов, ничего, потому что ты ноль в магии. Вот почему. Вот в чем дело. И Алисиния над ней смеется, мол, можно мне статую вместо пары, там, статую смерти поставить? Как раз будет как символ. Она, да, да, конечно, можно. Ой, а можно вот ваш еще один такой ритуал? И она настолько тупая курица, что даже не понимает, что над ней смеются. Над ней издеваются. Просто откровенно. Вот в чем дело. Да ничего страшного. Мои книги, которые попадают к людям, они либо меняют их жизнь к лучшему, либо, если они ко мне неуважительно относятся, их жизнь переворачивает вверх ногами. Вот либо одно, либо второе. Поэтому я за книги не переживаю совершенно, и я не жалею, что я подарила. Я просто думаю, что вот из-за таких шмар потом уже и к другим нормальным людям относятся с опаской, потому что когда постоянно, извините, за хорошее срут в душу, это очень омерзительно. Вот и все. Омерзительно, когда действительно люди тебе срут в душу за хорошее к ним отношение, за желание им поддержать и помочь в какой-то такой момент жизни. Они тебе просто в душу срут, потому что они хотят быть великими. Только единственное, я не могу понять одного, если этот человек решила обойти меня, читая книгу возле экрана, ну, это весьма весело. Ну ладно, у говногруппы наконец-то повод появился. Дальше там хоть немножко потявкнуть еще. Чуть позже потом этот ролик удалю, и он загружен у Шнобель Петровны. Просто по самой простой причине, что не хочу из-за жалоб, чтобы некоторое время опять ограничили мой канал и ограничили загрузку видео. Других причин нету. Ну, Макарена. Макарена сейчас будет облизывать ее со всех сторон. Ну, вот эти все знания, расплата за все эти знания, Яна, которые у меня в голове, расплата за все эти знания есть предательство людей, зависть, ненависть и прочее, прочее. Никто не хочет за что-то платить. Понимаете? Никто не хочет расплачиваться за то, как вам сказать, за то, что просит у сил. Никто не желает просто никто не понимает. Вот все смотрят на эти подарки, благодарности людей, книги выходят, но никто не знает, чем я расплачиваюсь за все это, какую силу трачу, что у меня в жизни происходит. Никто не знает, и я не собираюсь никому ничего говорить. Но я хочу вам сказать, что никто не выдержит той жизни, которая у меня. Никто не выдержит. Из тех людей, которые очень хотят быть на моем месте, дорогие друзья. И если эти люди хотят изначально сразу славы, подарков, денег, и так, если они нацелены на это, у них ничего не получится. Потому что, когда я к этому шла, у меня не было в мыслях: ой, подарки хочу, ой, деньги хочу, вот это. Это все приходит потом. Это все приходит со временем, как награда за твой труд, за трудолюбие, за то, что ты трудоголик. Вот из-за чего. Да, никто не желает. Когда Пугачева выступала, она сказала: все хотят быть как я, все хотят идти вперед. Кстати, Пугачева очень многим дала зеленый свет, помогла, потому что она не боялась конкуренции, потому что Пугачева осталась Пугачевой. Так вот, она говорит: мне все говорят, что вот у вас слава, вам легко говорить и так далее, и так далее. Она говорит: а кто-нибудь знает, что когда у меня весь, все эти, как там называется, скажите мне, футбольное вот это поле в Лужниках, когда полно было народу и миллионы людей на меня смотрели и ждали, что сейчас выйдет Пугачева, мне позвонили и сказали: Алла, у тебя сегодня утром умерла мама. Я, говорит, сказал этому человеку: давай
сделаем так. Ты мне ничего не говорил, я ничего не слышала. Я, говорит, вышла и провела 2,5 часа концерта, когда все приходили, еще раз, пожалуйста, просили снова на сцену выйти. Никто не знал, что моя мать умерла, и что я готова просто завыть от боли, но я выхожу и пою для них. И они все время просили еще. Я еще раз выходила, пела, а потом, говорит, когда у меня закончилось, все, когда у меня концерт закончился, я закрылась в своей комнате или там в гримерной и зарыдала. Понимаете? Ну, покажите мне таких сильных людей, которые смогли бы вот это все пройти и что-то получить. Ладно, все сильные женщины, которые чего-то достигли, они прирожденные ведьмы. То есть природные ведьмы, извиняюсь. Я уже объясняла, что есть три, как вам сказать, типа ведьм, да, разделение ведьм. Это природные ведьмы, которые могут стать композиторами, певцами, бизнес-вумен и прочее. Это женщины, которые поднимаются высоко. Ваенга, кто она вообще, это Ваенга? Господи, я знать не знаю их. Но сейчас образ ведьмы уже очень популярен, поэтому, когда специально косят под ведьму, я им не верю. Так вот, спасибо, Алина. Знаете, как я иногда переслушиваю свои, скажем, эти ролики, и я удивляюсь, что это я говорю. Такое ощущение, что мне стоит рот открыть, и кто-то, как сказать, кто-то через меня передает, что ли, вот так, в этом роде. Стараюсь избавиться от слов паразитов, этих связующих. Ну, иногда не получается, потому что так тоже бывает. Так вот, природные ведьмы, они действительно женщины, которые чувствуют вокруг себя публику, чувствуют людей и могут на этом подняться. Это природные ведьмы. Но не прирожденные. Прирожденные это те, которые обязательно должны колдовать. А наученные ведьмы это те, которые идут в колдовство ради своих каких-то целей. Вот, да, когда маленькая, но гордая птица сказала, лично я сам буду летать, и поднялась до самого солнца и упала вниз, потому что как бы ты там, не знаю чего, никогда не отрывайся от родного коллектива, да? И вот Лейлу жалко. Вот, собственно говоря. Да. Хотя Лейла вообще означает ночь. Если вы знаете, Меджнун и Лейли написал Низами. Великий поэт Низами. Меджнун – это сумасшедший, Лейли – это ночь, сумасшедший, влюбленный в ночь. История жизни пары, которая ее выдали насильно замуж, но она любила Меджнуна, и он сходил с ума. В конце концов, он сошел с ума, а она, по-моему, умерла, что ли, от горя. Вот это, да, Лейли Меджнун. Лейла или Лейли означает ночь. Низами пришла идея написать про Лейли Меджнун после того, как он прятал у себя молодых влюбленных, их вытащили, забили камнями, и он не смог их спасти. Он пытался всеми силами, вставал между людьми, между толпой, но не смог. И после того, как их не стало, он с горя сел и за одну ночь написал Лейли Меджнун, то есть об истории жизни. Там выразил все свое негодование по поводу этих старых порядков, которые губят человеку жизнь. Вот про Лейли Меджнун вы услышали. Есть еще другая всемирно известная любовная история Вис и Рамин, когда значит, красавица Вис, дочь персидского царя, выходит замуж еще до рождения, была обещана царю Мубаду, который был стар, а она влюбилась в его брата Рамина, и
Его там мучение, любовь, сумасшествие, Вис убегает, потом обратно возвращается, и он собирает все свое войско, чтобы пойти отвоевать Вис. И глядели на престарелого глупого царя, говорили вельможи, для него Вис грознее, чем 100 кейсаров, шахов и князей и так далее. Грузинский царь Ираклий написал, перевел с персидского Вис и Рамин и написал в свой стиль, немножко по-другому. Называется Вис Рамиани, то есть любовь Виса и Рамина. Второе, там любовь до смерти тоже пишет Низами. Это Фархат и Ширин. Ой, нет, Хосров и Ширин. Про любовь царя Хосрова Парвиза и армянской царевны Ширин или Ануш. Потом пишет Алишер Навои, узбекский поэт средневековья. Он пишет про то, что на самом деле не царь и армянская царевна были влюблены, а мастер Фархат и царевна Ширин были влюблены. Он пишет, значит, Фархат и Ширин, и там такая фраза: «Красавицу армянку как забыть, сегодня по-армянски буду пить». И так далее, и так далее. Да, много чего я знаю. Ну, что делать? А больше всего из восточной вообще литературы мне нравится Фирдуси Шахнаме, что в переводе означает «жизнь царей». Есть фильмы на основе снятой, посмотрите, не пожалейте, отличные фильмы. Это Рустам и Сухроб, сказание о Рустаме и прочее, прочее. В общем, кто-нибудь меня слышит? Ау! Кремль. Пойдемте далее. И уже человек, которого я запомнила именно цыганской магии, ее звали Роза Михайловна Калмыкова. Она жила в Ставропольском крае, недалеко от Благодарного. Знаете, может быть, этот город Благодарный. Так вот, в Благодарном, чуть подальше от Благодарного, Калмыкова Роза Михайловна. Ее сейчас нету. Она была цыганская шувани, очень строгая женщина. Она меня научила, как работать с цепями, как работать с ключами. Нужно греметь. Она говорила, что это гремение вот этих ключей запугивает определенные, значит, духов черных, которые дома накапливаются. Я думала, что это какая-то бредятина. До того момента, пока не начала изучать восточные культуры и поняла, как они изгоняют, очищают помещение. Скажите-ка мне, с этим звоночком звенят. Вот они звенят очень сильно, да, и что-то читают. И очищается помещение от звонка, еще от этого поющие чаши. Про ключи. Ключ, который вы подобрали, если вы подобрали ключ, если вы нашли на улице ключ, возьмите и скажите: «На счастье принимаю». И носите с собой некоторое время. Потом можете повесить на шею, если она маленькая, можете в сумке носить. Этот ключ вам не просто так. Этот ключ пришел к вам для того, чтобы вам открыть двери от чего-то. Потом на замок и ключ делают на расставании. Если вы хотите, чтобы два человека навеки вечные поссорились, больше вместе вообще не были, найдите реку. Прям, такую речку или реку, точно не это масенькую такую, а речку. Закрываете замок и говорите: кто этот замок откроет, тот их обратно и помирит. До того момента такой-то, такой-то, как этот замок и ключ, по обе берегу реки, один налево, другой направо, никогда не встретятся. Значит, зарыли в одной стороне реки замок, переходят на другую сторону, зарыли там ключ. И еще раз сказали, как два берега реки никогда не встретятся, так эти двое никогда не встретятся. Только тогда, когда когда найдут ключ, откроют этим замок, они помирятся. А до того времени-то будет так, как я сказала. Все, никогда не помирится, пока не найдется очень сильный практик, который их помирит. Но это должен делать только профессионал. Учтите, если вы заказали у ведьмы, идите с ней вместе, стойте, она с этим замком будет идти и делать.
Нет, это все фигня, там за записку сунуть и так далее. Это так, детский сад. Это не имеет такой энергии, такую силу. Как подчинить себе все стихии, товарищи, внимание тем, которые практикуют. Берете мешок, красный или черный. Лучше бархатный. Лучше шить самим. Но если нет, то можете купить. Вот так открывайте мешок и говорите. Нужно, вот смотрите, вот это вот движение. Вот мешок открыли, вот так вот, словно наполняйте воздухом и говорите. Подчиняю себе силу воздуха. Воздух в мешке, сила во мне, воздух мне подчинен. Сила ветра, сила воздуха и стихии ветра мне подчинена. Ну, собственно говоря, от нее я узнала и про Гаену Луну, и про то, что у цыган культ Луны существует, и прочее, прочее. Это раз. Потом берете, поплевываете в мешке, но не так, что прям мешок стал аж мокрый. Вот так вот, там чуть-чуть, и говорите: сила воды мне подчинена. Вода во мне, сила во мне, вода в мешке, сила во мне, сила воды мне подчинена. Следующий момент. Берете, прикалываете чуть-чуть, значит, палец, капаете туда, да, это практикам, капаете туда кровь, ну, чуть-чуть капаете в мешок кровь и говорите: сила крови, кровная сила, через кровь беру я твою силу, себе подчиняю. Сила крови мне подчинена. Кровь во мне, сила крови в моем подчинении. Вот. Нужно взять воск, зажечь свечу, но сделать так, чтобы не задеть мешок. Мешок вот так берите как-то так, чтобы внутрь вот так можно было сувать, вот так чуть-чуть, сила огня. Говорите: сила огня через мешок, через огонь мне подчинена. Вот так сделали, потом пальцами потушили. Нужно скрутить вот этот фитиль, который горел. Вот так. Оторвать, кинуть в мешок. И закрыть навеки этот мешок. Если этот мешок найдут или что-то с этим мешком сделается, нужно будет это повторить. Вот это все сделали, положили этот мешок себе туда, подлив. Носите целый день. Потом где-нибудь спрячьте. Там собраны все силы, которые вам подчинены, все стихии, с которыми вы будете работать. Это первая часть. То есть в этом мешке вы подчиняете все эти силы. Раз в году я вообще советую это повторить. Потому что это, исчерпывает себя, вы устаете. Значит, Луна. Лунный культ у цыган, он очень такой почитаемый. Кроме того, у них есть нене, то есть матерь, которая приходит. Нене – это покровительница, матерь богини у цыган, которая приходит во сне, и говорит, что надо делать, какой женщине можно силу шувани передать, кто у кого что украл и так далее, и так далее. Для того, чтобы задобрить нене, нужно налить красное вино, взять красную розу и на полнолуние, значит, идти куда-нибудь, можно даже в саду своем делать. Вот когда полная луна, наливаете вино под дерево, ложите цветок и говорите: луна Гаена, прими жертву, через луну Гаену передаю жертву матери Нене и прошу ее покровительства. Подчини мне луну, подчини мне солнце, подчини мне воздух, подчини мне мужчин, подчини мне деньги и так далее. Перечисляешь все, что тебе надо подчинить, чтобы все это тебе слушалось, вокруг тебя ходило и было твое. Да, может быть, Нене сама Геката, Маргарита, я не спорю. Просто вот именно говорю по понятиям цыган. Просто некоторые, когда говорят цыганская магия, мы знаем цыганскую магию, мне смешно. Цыганскую магию, они даже близко не знают, что такое цыганская магия. Это так где-нибудь так. Все цыгане не колдуют. Они просто любят так говорить. Спасибо, Ольга. Далее. Если вы хотите, чтобы у вас круглый год были деньги, берите 3 пятака. Значит, несете под дерево, разложите. Блин, да что ж такое? Водка,
Лейте водку чуть-чуть на землю, поставьте. Говорите, 1 пятак мне на удачу, деньги тянет в мой дом. 2 пятак под землею, силу тянет в мой дом. 3 пятак отдаю чертям. 1 пятак туда зарыли, 2 положили себе в кошелек, 3 оставили на перекрестке, кинули через левое плечо и пошли. Потом цыганские привороты, они тоже очень сильные. Очень сильные и очень эффективные. Значит, нужно взять... Да, по-моему, часа 3 говорим, это точно. Который час, кстати говоря? Уже 9? Очень хорошо. Поэтому надо и как бы начинать рано. 3 пятака. Это для всех. 3 пятака может делать любой человек. Да, если хотите скинуть с себя вот эту всю нищенскую долю, все такое. Я встречала такой вариант в книгах, но это вот цыганское. Это меня учила эта женщина, и я могу сказать 100%. Берите вот чашку любимую, с которой вы все время пьете. Время от времени вообще лучше, как бы сказать, обновлять это все. Берете эту чашку, берете 3 пятака, идете где-нибудь на перекресток, либо где-нибудь в таком месте, где вас не видят, со всего маху бейте об землю, разбейте и говорите: чашка разбилась, неудача моя развалилась. Чашка не соединится, не приклеится, обратно ко мне домой не придет, так и удача моя ко мне не вернется. 3 пятаками откупаюсь, себя скидываю, чертям отдаю. Вот так повернулись, кинули через левое плечо. Возьми другую чашечку, Валентина, но пей из нее хотя бы месяц. Да, конечно, запись будет. Я загружу, и оно все будет. Кинули через левое плечо эти 3 пятака и пошли. Потом есть другой вариант. Берете деньги, вот прям горстку денег, сколько вот не жалко, монеты. Наговаривайте на них свою нищету, нищенскую долю, скидываю на деньги и отпускаю на волю. Черт, приди, бедность мою забери. Тебе, черт, мою бедность, а мне богатство и лад. Пошли с этими пятаками, со всеми, и прям где-нибудь шваркнули. Вот выкинули в таком месте, где вы там несколько дней не будете ходить. Выкинули, отвернулись и ушли. Это тоже очень сильная вещь. Это тоже этим цыгане пользуются. Ну, сказать там разные крадники, цыганы, прочее. Ну, ладно, напоследок вам скажу секрет цыганского гипноза. Смотрит, когда в глаза, нужно представить, что человек засыпает, отключается. Ты смотришь прямо в глаза человеку и внутри для себя говоришь или вполголоса. Жила. Надо говорить или не надо? Вот я думаю. Секрет цыганского гипноза. Этот секрет можно применить, чтобы получить от людей все, что хочешь. Ну вот думаю, надо ли? Нет, не надо. Ну, я половину скажу, а половину потом. Напишем в книге. Интригу оставим. Хорошо? 7 гор, 7 морей. Жила семиглавая змея. Семиглавая змея. Кружись, покружись. Глазами покрути. Усыпи. Сейчас скажу. Усыпи. Закрой, отключи, прикрой. Спи, моя жертва, усни, моя жертва, закрой свои глаза, потяжелее веки, потяжелее руки и так далее. Это надо выучить. Если это выучить, но это недолго. Говоришь и смотришь в глаза человека, смотришь, и человек начинает засыпать. У него начинает отключаться здравый смысл. Его начинает крутить. Это одна версия. Есть много версий разных, именно цыганского гипноза. Это даже не гипноз, это вот внушение. Да, Маргарита, змеиный взгляд. Выбить от
предприятие. Долго можно этим заговором выбить от предприятия. Какое предприятие? Про что? Да, хорош. Если кто-то сейчас начал засыпать, значит, он очень внушаем, и на него сразу это все действует, собственно говоря. Еще есть другое. Если на молодость, если цыганка хочет молодец, она смотрит на Луну, желательно круглую Луну, и говорит: девка, спустись с Луны. Это молодость. Девка, которая с Луны спускается. Девка, вот надо говорить столько раз, пока голова не закружится. Девка, спустись с Луны. Девка, спустись с Луны. Когда все тело покрывается таким холодом, морозом, когда начинает шатать, качать, она говорит: черная дева, поднимайся на Луну. Черная дева, поднимайся на Луну. Цыгане не были поэтами, сочинителями, песенниками и так далее, и так далее. Понимаете, у них все, что есть, аскетично, просто и рабочее. Вот. Черная дева, поднимайся на Луну. Усталость, вялость, старость отдается Луне, а оттуда идет белая, которая... Да, помедленнее, а то оба рога оторву, да. Еще. Луна очень любит видеть ваше золото, украшения. Если вы на всю ночь оставите под луной открытый кошелек и там сундучок, он наполнится очень быстро. Вот. Добрый вечер. Далее, что вам еще сказать? У нас еще дизлайков нету. Вот что я хотела спросить. У нас появились уже дизлайки. Вот не представляете, 2. Ну, это, скорее всего, Шнабак и Алисинья сидят. Да. Есть. Да? Ну вот, видишь? 2, говорят, есть. Этот запах все-таки вот этих пряных цветов у меня не отходит. Вот, ну вот чувствую, и все, тут не знаю, что. Да. Итак, дорогие друзья, как видите, вся эта информация, которая идет от наставников человеку, долги как забрать можно, ну что за глупости вы сейчас несете на самом деле? Это же не тема для рецептов и раздавания, это совсем иная тема. Хочу вам сказать, что, понимаете как, ценить нужно учителя. Учителя нужно ценить. 4, Маргарита, 4 наставника. Первая у меня была Наталья Николаевна, вот после моей бабушки. Макари, Мария, которая меня научила вуду, и Роза. 4. Их было и больше, встречались, кто-то что-то учил, что-то говорил, что-то объяснял, но именно плотно тому, что меня... как закрыть кредит с помощью книги? Да. Просто некоторые люди думают, что мои книги чудодейственные. И как только они их купят, у них все кредиты, все это закроется. Вот в чем дело. Это смешно. Они просто, Матвей, ты столько раз просто сказал, знахарь мне встретился, Маргарита, видимо, для того, чтобы я поняла, что знахарство не мое. Но много чего умного я у этого человека узнала, и я ему очень благодарна. Матвей сказал, что после моих ритуалов у него банки просили кредиты. Действительно так, это правда. И у него даже в базе данных, если вбить, видно, что кредит закрыт. И после этого некоторые люди подумали, что если купить мою книгу, сразу кредит закроют. И вот спросили, если книгу купят, они кредиты закроются. Но книги же это мои не иконы, извините меня, чудодейственные. Ну не смешно, это реально вот смешно. Мне слов. Ну ладно. Вот. Что я хотела сказать, дорогие друзья? Я хотела сказать, что в этой жизни нужно ценить действительно людей, которые тебя обучают. Если вам кажется, что эти люди, о которых я рассказала, они просто
сама нежность и там ласковость, вы очень сильно ошибаетесь. Это были очень строгие люди. Это были грубые люди. Их надо было терпеть, их надо было уважать и любить такими, какие они есть. Иногда они могли резко сказать. Ну, например, моя любимая Наталья Николаевна могла просто вырвать из моей руки там хлеб, например, да, что-то заговаривала, а вот у меня не получалось, я не знала, как это надо. Она могла этот хлеб вырвать и выкинуть собаке, сказать, вот не знаешь, да и не берись, и так далее. Вот были у нее такие моменты. Правда, когда уезжала, она прослезилась, но еще раз говорю, не позволила даже себя обнять. Просто сказала, ну, с Богом. И вот прям, я даже не поняла, что мне надо эту рубашку отдать или забрать. Я в ней прямо вышла. Видимо, она навела на меня какой-то морок, что-то. Я даже не ощутила это все. Она была сильнее, наверное, всех, кого я встречала. Хотя я не могу тоже сказать, женщина, которая научила меня вуду, она была не менее сильная. Но она гастролировала. Она вот я больше не слышала, чтобы она была в России. Почему она в тот раз приехала, я не знаю. Она сказала, что у нее здесь крестник есть какой-то. Видимо, они подружились, она приехала. Говорят, к очень богатой семье она приезжала. Может быть, я не вникала. Вот. Потом Роза, которой это не нужно, скажем, было совсем. Но она вот так улыбнулась мне, посмеялась на все свои золотые зубы и сказала, пошли со мной. Потом у нее была привычка постоянно бить меня по попе, вот прям шлепать вот так. Я не знаю, что ей нравилось этой женщине вот это. Но все они говорили о том, что это тяжкая судьба. Может быть, Алина, может быть, я до сих пор пытаюсь понять, что у нее такая зашитая вот зелеными цветочками рубашка. Красивая такая рубашка. Я не решалась никогда это одевать или что-то делать, если честно. Да, видите, Наталья, каждому свое помогает сразу. И поэтому вот эта вся мудрость от этих людей взятая, она стала основой моих книг, она стала тем, что я стала, вот знаете, и сама обучать, и говорить людям, как нужно, что хотят. Никакие школы не открывала, не считая нужным это делать вообще. Собственно говоря. Нужно ценить это все. Если бы я их не ценила, мне бы больше не дали ничего в этой жизни, понимаете? Если бы я не оценила, если бы я зазналась и сказала, что я вот такая вся из себя, я и сейчас говорю, что половины их не стою. То, что они могли и делали, я еще и до половины процентов не достигла. Хотя мне говорят, что я сильный практик, но я знаю, что они были сильнее, понимаете? Нельзя надевать, наверное, не тянет одевать эту рубашку, не могу. Вот что-то отталкивает. Видимо, еще недостойно этого, чтобы одевать. Понимаешь, с другой стороны, видимо, недостойно. Действительно, пока еще не заслужила, и поэтому не смею это делать. Но то, что она отдала, она действительно очень много дала мне. Собственно говоря. Что сказать? Цените людей, которые вам встречаются и учат вас в любом поприще, неважно в каком, где. Это люди, которые вам дают зеленый свет и которые дают вам путевку в жизнь, опять же, в любой профессии, в какой бы оно ни было. И нельзя никогда, да, я тоже так думаю, что она моя охрана. Нельзя никогда игнорировать, как вам сказать, у меня мама однажды хотела эту рубашку куда-то выкинуть, куда-то положила, скомкала, я искала, потом она вспомнила, куда она положила, где она оставила эту рубашку, и после этого она очень сильно заболела. Сильно у нее чуть ноги не отнялись, у нее инсульт случился, у нее скривилось все, мы еле-еле просто привели ее в норму. И я когда говорю, она все, ничего не знаю, убери эту рубашку, я никогда не буду трогать, вас во всех. В общем, вот так. Наказали ее за то, что она неуважительно к ней отнеслась, к ее памяти. Я считаю, что они не мертвы. Я считаю, что их души рядом со мной, и они приходят всегда, когда мне тяжело, когда мне нужен совет или помощь, или что-то еще. Они все время со мной, эти люди. Были, есть и будут. Потом мой опыт в хосписе, потом очень много. Да.
очень много чего такого, что... Ты знаешь, Яна, у моей мамы меня отвоевали настолько, с таким боем, что она меня в конце концов отпустила. Я так понимаю. Потому что она препятствовала, она всячески мне запрещала. Мы просто ругались иногда. У нас война была, она не хотела. И вот просто у моей мамы меня отвоевали. Она не хотела ужасно, и сейчас она, ну, так вот пытается что-то сказать, уже не говорит. Но она не хотела, действительно не хотела. И она не хотела мне такой же судьбы, как у моей прабабушки было. И я говорю, у моей матери меня отвоевали просто с боем. Здравствуйте. Просто постоянно она болела, то постоянно у нее было такое состояние, то предсмертное, то инсульт, то мы ее тащили на операцию, чтобы она не умерла. В конце концов, она поняла, что бесполезно, да, что не надо это трогать. Ну, гордиться, не гордиться. Я бы не сказала, что она гордится сейчас или не гордится. Она поняла, что это бесполезно. Все, это уже не исправить, и я такая, какая есть. Но она сказала, вот, говорит, первая жертва твой глаз. Дальше посмотрим, что будет. Я говорю, ну, я уже столько отдала этих жертв, мне как-то не привыкать, знаешь ли, собственно говоря. Поверьте мне, я настолько сильный человек, я могу и без рук, и без ног, я бы не сошла с ума, я бы не ударялась об стены, я бы все равно была сильным человеком, я бы вас учила жить, я бы вас учила всему. Я просто знаю себя, я не сломаюсь. Это нереально, невозможно. В моем понимании ломаться, но это невозможно. Поэтому, чтобы я сломалась, нет. Те, которые высмеивают мое увечье, на самом деле, я уверена более чем, что они бы не выдержали. Поэтому им не дали это испытание, дали мне. Потому что только я с таким увечьем могу остаться человеком. И более того, еще другим внушить, что нужно жить на самом деле, да. Они с таким увечьем просто бы, я не знаю, что бы с ними было, но они бы сломались, они бы опустили руки, их бы не было на свете просто. Но если бы они были бы уже такие, знаете, уже сломленные, собственно говоря, загубленные личности. Ой, спасибо, Ольга. Поэтому я не скажу, что это весело, хорошо. Кому от этого весело и хорошо? Ну, что-то про лунный камень. Лунный камень, на самом деле, я вам как-нибудь расскажу специально. Это долгая история. Он очень полезен для кожных заболеваний. Он очень полезен для того, чтобы лечить глаза. Вот это вот смотреть все время на лунный камень, он улучшает хрустали глаза. Когда-то он очень дорого стоил, сейчас он более так, более доступный, чем в древние времена. Потому что раньше он был редкостью, скажем так. Так что, дорогие друзья, наставники встречаются не просто так в нашей жизни. Что для животных, что времени мало, 16 лет осталось, имела в виду. Потом скажу, что я имела в виду. И те люди, которые встречаются, их надо ценить, потому что эти знания, которые им даны, и если они решают эти знания вам дать, вам подарить, они, бесценны. И они бесценны, что они решили, подарили и прочее, прочее. Так что, дорогие друзья, на самом деле, да, я знаю, когда умру. Я знаю, и если я до этого времени увижу, что мой ребенок уже устроен, все хорошо, я спокойно уйду. Если еще будут недоделанные дела, я попрошу еще некоторое время отсрочку. Некоторые люди настолько глупы, что они считают, что смерть для меня наказание будет. Вот, сдохнешь, и вот так вот умрешь, увидела, умерла. Ну, это сумасшедший дом. Смерть для меня, собственно говоря, это просто переход в другую жизнь. Лично для меня. Смерть для меня не наказание, смерть это отдых. И я всегда говорю, не радуйтесь, потому что мертвая ведьма, она страшнее живой ведьмы, потому что мертвая ведьма может проникнуть куда угодно, да? А живая ведьма, ну, да, она в любом случае, она из мяса и костей, и ей бывает так же тяжело, как и обычным людям. Да, не переживайте вы об этом, дорогие люди, не зацикливайтесь прямо. Мне кажется, что
кажется, Павел как-то сказал, насколько я помню, что человек, который узнает сакральные знания, человек, который узнает запретные знания, он настолько вникает в это все, что ему уже обратно не хочется возвращаться в обычную жизнь. Потому что, зная такие тайны, такие недосягаемые вещи для простых людей, нам действительно, да, вот этот обычный быт людей кажется серым и неинтересным. Поэтому для вас, может быть, понятие смерти это страшно, ой, не дай бог. Я не говорю, да, я хочу умереть или не хочу умереть. Я просто говорю, для меня смерть это не страшно. И я когда вижу, что человека хоронят, я не говорю, что они должны плясать или радоваться. Но я вижу, что человек освободился. Чего вы плачете-то? Вы по себе плачете, что вам еще надо работать, что вам нужно добить деньги, что вам нужно бороться с болезнями земными, да, с людьми, с подлостями, с предательством, с ножом в спину и так далее, и так далее. Так что это живым людям надо плакать о себе, а мертвый он освобожден и ушел. Он ушел, все, он ушел домой с гостей, не самых лучших с гостей, честно говоря. Конечно, тяжко, но мы, Полина, плачем по себе. Когда человека мы теряем, мы плачем не за него, мы плачем за себя. Как же ж я буду без тебя жить? Все равно здесь тоже играет определенный, знаете, эгоизм. А как я буду? Мне ж будет больно. Ведь человек о себе плачет, правда? Он же не плачет о мертвом. Как же ты там будешь? Почему ж ты ушел? Что ж с тобой будет? Мы плачем о себе. Мы плачем о том, что нам будет тяжело без него жить. Вот и все. Мы по себе плачем, товарищи. Да нету никакой смерти. И никогда не было. Смерть это всего лишь переход. Скинуть как шкуру и уйти. Вот и все. Так что это это такое дело. Да не собирайся никуда. Я пока шнабачку там не похороню и венок не положу ей на могилу, я никуда не собираюсь, так что не мечтайте даже. Только после шнобельки. Так что, дорогие друзья, да, я пока на ее могиле не сделаю кому-нибудь порчу, я никуда не пойду. А между прочим, ее могила будет самая хорошая почва для порчи, потому что человек такой гнилой при жизни, его вот самый идеал вот это души отправлять туда-сюда, делать гадости. Потому что с такой душой гнилой, я говорю, это самое, вот как вам сказать, вы никуда не в очереди сидите пока, Евгений, у вас еще дела. Самая благодатная почва, самая подходящая душа для того, чтобы отправлять на делать пакости и гадости, это люди, которые при жизни были твари, понимаете? Они после смерти такие же твари. Так что, когда мы боимся души, я говорю, а чего вы души боитесь? Вот человек при жизни был хорошим человеком, он и после смерти хороший человек. Он и после смерти сопротивляется и не хочет делать то зло, да, которое ему... Если человек был тварью, он и после смерти тварь. Кстати говоря, я очень против такого понятия, как про мертвых или хорошо, или ничего. Я очень против. То есть, это получается, человек при жизни может делать все, что хочет, да, а после смерти про него не говорите плохого. Он же умер, бедненький. Да нет, я не согласна. Я считаю, что после смерти человек должен получать отрицательную энергетику и мучиться. А если он получает положительную энергию, да, и подпитывается, то он должен был заслужить это при жизни. А то сиди, блин, какой-то, сука, все что угодно сделал, загробастал, убил людей, заказал и умер. Ой, бедненький, не надо, он же помер. Особенно меня умиляет, когда на шоу сидят, знаешь, придет какая-нибудь алкашка, которая бросила ребенка, тот ребенок не доглядела, умер, этого ребенка отобрали, и вот сидит какая-нибудь. Люди, ну не судите, нельзя же судить, мы ж не боги, не судьи. Да, сучка, мы не боги, не судьи. Тогда почему вы тогда судите Чикатило? Почему вы судите убийц на улицах? Ну, не судите вы их. Давайте мы их там приведем, скажем, пригрозим пальчиком. Больше так не делай. Мы же не боги тебя судить. Иди ты, живи, Божий человек, и убивай дальше. Что значит, мы не должны судить? Если мы не будем судить, то эта гадость будет продолжаться. Вот из-за таких вот млямль, вот таких вот ничтожеств и чмошниц,
продолжается преступление в этом мире. Если человек не будет судить зло, это зло будет иметь место всегда. Вот, например, там зашли к одному армянину грабить всю семью, да, чуть не убили. Он когда этих всех пристрелил, 3 убил, 2 там убежали. Ему же Аман Тулеев, он, по-моему, он ему дал амнистию. В общем, его не посадили. Но некоторые выходили, говорили, что он же убил. Как же ж так? Ты пришел в мой дом, твою мать. Ты зашел в мой дом. Я сижу у себя дома, или купаюсь я, или сплю я. Это мой дом, это моя территория. Ты заходишь сюда и хочешь убить мою семью. И ты говоришь, что я убийца. Потом недавно показывали еще, нет, в 2016 году сварщик, по-моему, да, парень, пристрелил 4, 1 был ранен, сдох. Девка, которая привела там этих на разборку, пьяные зашли с битами, ударили ребенка, ударили жену, его очень сильно избили, и он еле-еле дополз и достал охотничье ружье, их пристрелили. Так весь народ встал, чтобы его не судили, но были некоторые товарищи и родители. Убийцу! Он убил 4 людей! Вы о чем говорите? А какого черта эти 4 твари, вот подонка, выродка, зашли в дом к чужому человеку? Зашли, ударили. Он должен был ждать, пока их убьют, да? Вот так вот должен был ждать. Когда нету в стране закона, начинается самосуд. Это всегда так. Показывает, подгоняет семью, машину. Подгоняет молодую семью, они перевернулись, еле вытащили женщину, ребенка. Этот мужик обозленный схватил палку и ударил этого сзади. Ударил, говорят, убил. И там внизу убийца. Как так можно? Человека убил там. Ой, ну там разные были всякие, значит... тестовый прямой эфир Лейла запустила. Боже ж мой, что она там будет говорить? Она, наверное, сейчас читать будет книги Фрейда. Да пошла она нахер, на самом деле. Кто она такая? Так вот. Ой, Шурыгина, господи, Шурыгину изнасиловать невозможно. Она сама изнасилует весь район, если захочет, не дай бог. Просто ей очень захотелось славы легким путем. Это самый легкий путь. Ну, пускай копирует, хоть на свою задницу копирует. Но она все равно меня не перепрыгнет. Господи, прямой эфир. Будем читать в прямом эфире советскую энциклопедию, товарищи. Ура! И все вот аплодировали стоя. Ну, дура, что я могу сказать? Опускай себе ниже. Вообще стала посмешищем клоуном. Ну, остановись уже, стыдно, господи. Так вот, ударил, битый, убил. И все там орут, убил. А я знаете, что я поняла? Я поняла, что этот человек спас будущих жертв вот этого подонка. Потому что подрезать, подогнать, перевернуть машину, и люди чуть не погибли, да? Так что он с ним будет, знаете? Он откупится, дальше будет ехать. Точно так же подрезать и переворачивать машину и убивать людей. То, что, значит, дали по башке ему и убили. К чему это привело? Это привело к тому, что спасли будущих жертв этой твари. Вот к чему это привело. Матвей, на самом деле цифры не всегда правильно пишутся. У вас на экране выявляется с опозданием. У меня, например, написано 250 человек. Поэтому, так. Что вы хотели? Ну, мы все султаны такие. Мы когда видим, что у кого-то прямой эфир, мы тоже должны прямой эфир. Мы же ж великие ведьмы, мы же решили уже быть великими ведьмами. Мы же поняли, что обосрали всю малину, что в избу нас уже не примут даже за 100 километров, да. Значит, мы поняли, что мы неблагодарные твари, которые вместо спасибо взяли и обосрали все, что можно. Мы поставили какие-то дурацкие тупые ритуалы. А теперь мы хотим приблизиться к Инге как можно ближе и стать как они. Знаете, есть армянская поговорка, когда курица хотела значит, нести яйцо, как гусь, порвала свою жопу. Ну, собственно, вот это мы и наблюдаем. Что я хотела сказать? Потусторонние наставники. Тот, который меня спас с детства, который...
который меня спас в детстве, и звали его Самсон. Если помните, я о нем рассказывала. Стражник мой. Да. Это один из моих наставников и друзей, и друга, и я не знаю, он ходит со мной, он везде со мной, и он никогда меня не оставит. Я знаю, он очень верен, очень предан, любящий и охраняет. Следующий, который я видела, это безликое создание, который все время приходил, называл меня по имени, держал за руку. Я чувствую просто холодное такое прикосновение и говорил, что надо делать. Третий бывает, здравствуйте, Паула. Третий бывает, женщина приходит. Мы с ней встречаемся на какой-то темной башне. Я постоянно вижу один и тот же сон. Темная башня. Причем наши сны, они очень реалистичны, и мы просто попадаем в другие измерения. Вот что. Мы просто попадаем на другие измерения. Да, Наталья, качели, там бедные качели, как же они не загнулись-то под ее тяжестью. Вот. Это та женщина, которая приходит, и эта женщина называет себя моей матерью. И я чувствую вот это материнское тепло, не знаю почему. Нет, не полная. Она статная очень. Да, средний возраст, возраст где-то 49-50, вот где-то так. Примерно так. Башня черная, зубчатая, и вдалеке черные, прям черные идут горы. Я не могу вам описать точно, как она выглядит, но я вижу у нее очень длинные волосы. Я на некоторых своих книгах попыталась воссоздать ее образ, и он есть где-то вот на моих книгах есть образ вот этой темной башни, этого черного. Это все не случайно подобранные картины, на самом деле. Может, кому-то покажется, что это, знаете, от балды, но это далеко не так. Да, она все время плачет. Вот что-то сегодня она вся плачет. Она, наверное, о Леле плачет и о том, что она загубила себе жизнь, эта дура. Вот о чем она плачет. Она просто о ней плачет. Сегодняшнее купание в проруби. Знаете, купание в проруби было еще до крещенских морозов, когда в это время, в этот сезон купались, закалялись. Моржевание называлось. Так что это, я отношусь положительно, если у человека выдерживает его физиология, почему бы нет. Но, да, Лейла плачет, что ее турнули навеки вечные. Вот. Нормально отношусь, но просто единственное, что говорю, церковные праздники и прочее, это не мое, естественно, понятное дело. И никакого крещения Господня в это время не было, и пускай. В это время вода просто обладает очень сильной концентрацией аргентума, это серебро. И поэтому, когда вы уносите крещенскую воду домой, она весь год остается и не портится. И говорят, что, мол, она благословленная вода, поэтому она вот такая чистая, поэтому она святая. На самом деле в водах, именно вот в пресных водах, накапливается очень большое количество аргентум, серебра, ионы серебра, которые сохраняют свежесть воды круглый год. Если уж на то пошло, индусы тоже, знаете, да везде она сейчас крещенская, везде, везде, Наталья. Если уж на то пошло, индусы тоже сохраняют воду из священного Ганга, там, где сжигают трупы и пускают трупы, где просто на каждый сантиметр это трупы, и они вот это все забирают, как бы, и считают это священной водой. Я просто смотрела, когда я прям поразилась, когда показывали, священные микробы Индии. Когда показывали реку Ганг, тут же, значит, вместе водителя, ничего не понял. Собаки – это вообще друзья. Собаки – друзья, которые с тобой пройдут какое-то испытание, если уж так трактовать сон. Иерусалимский огонь, правда, что он загонет? Конечно, неправда. Нет, естественно, это неправда. Просто священники тоже понимают, что народу нужно чудо.
нужно видеть. Иерусалимского огня вообще никогда не было. Он начался с Средневековья, с XII века. Вот этот огонь появился, якобы, который с неба падает. Нету никакой... Понимаете как? Точно так же религию превратили в магию, в ту же самую так, оккультизм, вот это вот лицедейство, вот театрализованность, да, для дураков, к сожалению. Действительно, там проходит. Там что-то есть, но это может быть какие-то шары, которые кидаются сверху, и кажется, что это точно так же, как и когда выбирают Папы Римского, что там какие-то чудеса случаются, то... Вы знаете, когда описывали о том, как остановили Гунна Аттилу, мол, пошел папа по правую сторону святой Петр, по левую сторону святой Иоанн Креститель, и когда сказали об этом, то посол Священной Римской империи, да, вот именно, если бы серебра не было, Священной Римской империи посол, когда он об этом узнал, он сказал: я не думаю, что над папой порхали Петр и Павел. Я считаю, что он просто Аттиле предложил очень выгодные условия. Так оно и было, собственно говоря. Откупились большим количеством золота и прочее, прочее. Прям Петр летел, Павел. Смехопанорама. Да. О чем мы еще говорили? Я уже забыла. Да, священный ганг. Так вот, показывают священный ганг по утрам. Значит, одна женщина чистит зубы, вторая женщина, извините за подробности, подмывается. Тут же мужик набирает воду для чая в чайник. Тут же плавают трупы так весело и радостно и так далее. Откуда вот эти все трупы, которые выходят наружу? Дело в том, что в Индии принято сжигать человека, то есть через огонь очищается карма, после чего человек очищенный с этой кармой выходит там на колесо сансары, перерождение, либо отдых, смотря что он там заслужил. И поскольку считается, что беременная женщина, у беременной женщины в животе ребенок, а ребенок не виноват, а значит, ребенка очищать ничем не нужно, то ее не сжигают. Привязывают камни и кидают в реку. Он туда заходит под воду. Естественно, через некоторое время он опухает, поднимается наружу. Детей не сжигают. Детей прям так связывают камни и кидают. Не сжигают святых. То есть люди, которые вели священный образ жизни, считается, что им очищаться не нужно. Вот. И прочее, прочее. И вот по этому гангу все это плавает так весело и смешно. Это целая индустрия смерти, это целый бизнес смерти. Вот. Собственно говоря. У них нормально все это, на самом деле. Вам плохо, а там коровы кушают тут же вот эти все венки, собаки терзают трупы. У них все это хорошо и спокойно. Они к этому относятся спокойно. Они считают, что если человек умер, тело его уже не имеет никакого отношения. У них нет уважения к телу. Вот, у них нет уважения к телу. Они считают, что мертвое тело, все, его там нету. В этом теле его уже нету, он ушел. Да, образ жизни такой, они к этому привыкают, они очень спокойно к этому относятся. У них как-то вот все, как вам сказать. Потом считается, что это очень хорошо, что вот столько трупов плавают, все, потому что великий бог Шива обожает трупы, он обожает человеческий прах, он там купается в этом прахе, чувствует себя хорошо. И вообще из его волос протекает священная ганга. Кстати говоря, слово ганга, я хочу вам сказать, что это в санскрите, означает череп. На армянском языке ганг – это череп. Вот символично, правда? Потому что там, мне кажется, вместо камней действительно черепа. Там уже больше 7000 лет точно по истории известно, что сжигают трупы. А дальше там что было, уже никто не знает. Итак, дорогие друзья, мне очень приятно с вами беседовать до бесконечности. Но я все-таки вас оставлю. Что сказать? Теперь вы можете плавно переключиться на прямой эфир к Лейле, посмотреть,
Что будет Лейла вещать? Она сейчас, наверное, будет разговаривать с богами, я так думаю. Вы уж так потихоньку в углу посидите и послушайте, что вещает великая султанша. Идиотизм. Что я могу сказать? Ой, спасибо, Сурен. Идиотизм человеческий, да, тоже верно, согласна с вами. Ну, просто, знаете как, иногда стыдно за людей. Я просто смотрю на них и думаю, ну зачем вы себя позорите, люди дорогие? Ну в чем нужда вот такая? Неужели вы действительно думаете, что из грязи в князи это надолго? Эх, как сказал великий эх. Орел, который летел, не перелетел, и блоха, которая летела, не перелетела, и заяц, который скакал, не перескакал. Собственно говоря. Великий эх. Всем спасибо. Очень приятно было с вами общаться. Сейчас загружу, если будет нужно, естественно, можете пересматривать. Да, Наталья, я считаю, что шикарные мультики того времени. Ой, всем удачи, всех благ и вам не хворать.